Шо по трекам, а? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Намечается. Чувствую, намечается. Контент, да? Сейчас, подожди. Стул поправлю. О, дорогие друзья, Леонид Аккордеонович, сегодня пятница, в эфире Капитал Шоу Поле чудес. Первая тройка. Студию. Вращайте барабан. Здравствуйте, дорогие друзья. Всем привет. С вами, как всегда, Леха, канал Hardplay. У нас сегодня с вами решено прямо в прямом эфире. Понимаете? Прямо вот просто вот, когда вот ты вот просто взял и погрузился. Есть вот, скажите мне сразу, просто, ну, греха не тая, скажите, есть те, кто, ну, вот, ну, кто погрузился? Есть такие, нет? Или те, кто, ну, такие все слабенькие, типа Леха, я не знаю, я там, блин, вот пока я думаю, там, ну, туда-сюда, ну, есть вот, ну, такие вот серьезные ребята? Как вообще вот начало учебного и рабочего года, скажите, у вас? Вы почувствовали, ну, как бы, легкое проникновение пошло? Или уже прям нормально? Ну, чтобы, ну, прям вот нормально. Нет, я просто для себя. Ну, это не важно. Короче, если у тебя плохое настроение или просто делать нехрен, короче, ближайшие 2 часа мы с тобой посмотрим то, что ты любишь. Мама в 16. Понимаешь? В 16. Что ты делал в 16 лет? Я вот палкой траву херачил. Да, с крапивой боролся. Она всегда выигрывала, но мы с ней боролись, все наше поколение с ней боролись, да, в 16 лет. Потом компьютерные клубы, потом что? Правильно, институт. Дальше там уже по накатной. В общем, мама в 16. У нас сегодня мама в 16 очень славный город. Славный город, называется он Тюмень. Есть в Тюмени. Кстати, сразу вот самый первый вопрос. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об имени, таком, конечно, пограничном, имя, внимание, Кристина. Попахивает, знаете, вот чем-то таким, да, вот, ну вот, как будто бы вот, ну вот, как будто она вот сильно любит, да, вот это вот все. Ну, такая, как бы, она может сказать, что нет, я не так, но на самом деле любят целоваться, вот. А куда, это уже отдельный разговор, да. Кстати, всех подписчиков тоже здравствуйте. Все новенькие, кто к нам присоединяется, добро пожаловать. Кстати, как вы думаете, чем я только что занимался? Я вам могу показать. Да, у меня от вас секретов нет. Не то, о чем вы подумали. У меня вот, видите, здесь вот... Вон там, окошечко открыто. Игра называется Lineage 2. Да, мы год почти сервак ждали. Год без доната, чтобы было. И чтобы все там было хорошо. Не всякие вот эти вот. Да. А Hi-Fi X1, да. Если что, мы там веселимся, да. 300 с лишним человек. 300, мой любимый. Я, если что, каждый день играю. Без шуток. Вот. Телеграм-канал Hard Insight не даст соврать. Каждый божий день там, да. Да, я вам показал, но боюсь, потом будут ругаться вот эти официалы, там все остальные. Короче, в телеге посмотрите, зайдете. Ну и кто хочет вместе с нами стартануть, только 7 сентября сервак стартанул, ребят. В комментарии найдете, понимаете, в комментарии найдете с сердечком, да, коммент, как стартануть. Там все бесплатно, все качается. На бабкин тостер, на материну микроволновку можно запустить эту игру, да. Вот, так что как так. Я сам играю тоже. Сам играю, вон у меня окошечко открыто, и там качаемся потихонечку. Да, как говорится, сама себя, да, прокачка не это. Девочек, кстати, тоже ждем. У нас огромный дискорд. Там все сидим, я сам общаюсь со всеми, ходим по рейдбоссам, короче, там веселимся, резвимся. Короче, кто хочет просто по кайфу провести время, очень такие атмосферные стримы, заходите. Значит, ну и про, надеюсь, про фрибет, да, от наших партнеров оранжевых, да, говорить, я думаю, не стоит. Я думаю, все знают, но как бы все знают, что это такое. Скажут, Лех, да мы уже все забрали. А вы в курсе, что сейчас опять для всех
пошел процесс. То есть вы просто на сайт заходите, а там вот такой, да, на лоб. На самом деле не на лоб, ладно. Вот, на самом деле, друзья, как бы все по плану, то есть все хорошо и дается фрибет, понимаете? Да, там хрен пойми каких сумм. Кто-то говорил даже 2000, понимаешь? Мне пятихат упал, да. Ну, тоже неплохо. Вот. Ну ладно, давайте приступаем. Как говорится, процесс пошел. Мама в 16. Ой, ну, с Богом. Давайте, Кристина. О, боже, вот он. Квадробобер. Чикаго. Семья — это ответственность на всю жизнь, кто-то сказал. Влюбленные, беззаботные, счастливые. Тебе 16 и кажется, все еще впереди. Но взрослая жизнь начнется раньше. Уникальные истории девочек-подростков из разных... Так, без спойлеров. Давайте сразу нам. Вот она. Вот оно. Вот оно пошло. Вот оно все растекшееся, тушь растекшаяся. Гадость, а. Привет, меня зовут Кристина, мне 17 лет, я живу в городе Тюмень. Че с голосом? Я стараюсь выглядеть ярко, выделяться из толпы. У меня куча татуировок и кольцо в носу. Я считаю себя не похожей на других людей. Первое тату я набила в Дивергент. 14 лет, потом я захотела пирсинг, это был язык, уздечка, на брови было. И волосы я часто красила. Кто? Кто еще раз? Уздечка? Я прошу прощения. А это под языком? Или то, о чем я подумал? Напишите в комментариях. В школе не оценили мой стиль. Кстати, напишите, у вас есть татуировки? Где и какие? И в уздечке есть у тебя, нет? В комментах жду, надо посмотреть будет. Меня травили и ученики, и учителя. Поэтому школу я ненавидела. Могли и ударить, и обозвать. Поэтому у меня есть, наверное, желание первой обидеть как-то человека, чтобы он не успел обидеть меня. Я решила уйти после 9 класса. В этом меня поддержала моя бабушка. Она моя лучшая подруга. Ее зовут Вера Нуртиновна. Ей 59 лет. В школе тяжело приходилось. Я ходила, разбиралась. Дружба с классом не пошла. Из-за этого я ее перевела на дистанционное обучение. Ну, короче, бабушка туда влезла, начала там... Да, ей сказали, давай за уздечку и нахер отсюда. В 8 классе. Я ушла после 9 класса. Я не видела смысла поступать в колледж ради корочки. Я мечтаю отучиться на мастера по наращиванию волос. Мне это нравится. Двигаться в этой сфере, развиваться. Мы живем втроем. Что делать? Я, бабушка и пес Джек в коммунальной квартире семейного типа, где ванная, туалет и кухня общие. Баба Вера ушла на пенсию с работы в РЖД, где трудилась 38 лет, и устроилась гардеробщицей в больницу за 22 тысячи рублей в месяц. Никогда ни в чем не отказывала в детстве. У нас были хорошие отношения, никогда там в магазинах не истерила. Я прошу прощения, ребят, но 8 лет. 8 лет уже стримлю. Это она мне говорила, вот это мы можем, это не можем, я всегда ее понимала. Ночью иногда просыпаюсь. Моя мама живет отдельно. Ее зовут Юлия Александровна. Ей 38 лет. Она работает продавщицей. Как это? Ну ты не может такого быть! Алло! Ну как так-то? Ну я в каждом выпуске, у меня глаза на лоб лезут. Ну какие это 38? Да что ж такое-то, а? Да как это возможно? В продуктовом магазине. Да ну они старше все выглядят. 25 тысяч рублей в месяц. Мама Сколько? забеременела мной, когда ей было всего 17. О, Мы видимся с ней редко, яблонька потому от что у нее тыков. все время какие-то дела. Ты себя видела? Тебе это что? Чучело. Так. Спокойно. Ну, татушки все себе набила. Я Губы ещё это накачала. сделаю. Ну, я где-то ещё Тут не мало. понять, что на носу. Мозг себе накачай. Безголовая. Кристина, вот это тату, пирсингом, Савелий цветными волосами. Крамаров. Показывает обида на меня, злость.
где-то недопонимание. До 12 лет я жила с мамой. Когда бабушка приходила к нам, она видела пустой холодильник и мамины бутылки от алкоголя. В очередной раз, когда бабушка навестила меня, мамы уже 3-й день не было дома, а мне нечего было есть. Баба Вера не выдержала и забрала меня к себе. Но такой мама была не всегда. Она стала пить после смерти папы. Но не могла себя взять в руки, вот когда умер муж. Ну, должна была, как мама, дать тоже. Поэтому, конечно, внучка тоже в Классика. обиде на нее. Пошла Потому что классика. была возможность быть рядом, но не получилось. Мой папа Владимир Федорович умер, когда мне было всего 6 лет. Он погиб, отравившись в гараже угарным газом от заведенной машины. Папа очень любил маму. И маму папа он ушел. Ушла за ним мама, можно сказать. Она жива, я ее вижу. Кстати, на самом деле, вот с этим внимательно очень. Я никогда не понимал, как это работает, как это вообще происходит, но случаев огромнейшее количество. Когда в закрытом помещении оставляет автомобиль или там какой-то вот этот вот дырчик какой-нибудь. И все, и до свидания. Так что давайте, ребят, мы кто молодые, с этим аккуратнее. Аккуратнее. Я знаю, что ты сейчас все можешь, да. Уснули в обнимку, проснулись у апостола Петра также в обнимку. Аккуратнее с этим. Но она Не надо. вроде как и ушла вместе с ним. После гибели папы мама нашла себе мужчину, Игоря Ивановича, и вышла за него замуж. Побоялась остаться одна. Думала, что поможет. Потом что-то пошло не так у него. Начал злоупотреблять алкоголем. Я вместе с ним. Ну и, соответственно, ребенок ему начал мешать. Классика. Мама была на работе, но пришла какая-то женщина, и он был пьяный, и она была пьяная, и они меня просто на улицу в мороз. Я была на улице босиком и просто ждала, пока придет мама, потому что в этот дом я боялась зайти. Мы прожили с этим мужчиной 2 года. Однажды отчим с пьяну запустил нас тарелкой. Она разбилась и сильно порезала маме руку. Мы с ней поехали в травмпункт зашивать рану. Это все. Это предел. Я уже тогда поняла, что человек в принципе не изменится. После этого случая мама развелась с дядей Игорем, но продолжила пить. правильно Мы с ней сделала. постоянно ругались. А когда я стала жить с бабушкой, она вообще обо мне забыла. Мама почти не навещает нас. Звонит 1 раз в месяц. Но я все равно по ней очень скучаю и надеюсь, что когда-то Это мы станем потрясающе. ближе. Мгм. Вот это кайф. Нормальное детство, молодец. Ты когда собираешься приехать? Как время будет, так приеду. Сегодня не могу. Так Кристина каждый день ждет. Ты каждый раз говоришь сегодня, сегодня, и так и не приезжаешь. Будет время, приеду. Никогда не сейчас. Она и скучает, ревет. Я грустила и ждала маму до тех пор, пока не встретила его. Его. Того, кто подарил мне любовь и настоящую Я еще говорю, хоть бы не вот это имя, а? Хоть бы не вот это вот мое самое любимое имя. Знаете, имя за последний год, я когда слышу имя Саша, я попрошу сразу, не Александр. Не Александр. К Александрам не имеет никакого отношения. Шурик, Санек, нет. Вот именно Саша. Вот как только я его вот слышу, вы знаете, ну, не бывает таких совпадений. Вот 2 из 2. Только в этом году. 2 из 2. Вот, ну, таких кончалык надо просто вот поискать, понимаете? Вот прям, ну вот, я не буду долго рассказывать, кто это, что это, но это вот прям вот, ну, вот эталонные, знаете, вот эти, да. А еще всегда у Саши, запомните, можете клипануть и отправить этому другу Саше. Есть друг с именем, внимание, смотрите, я ничего не придумываю, здесь монтировать не буду. У Саши друг с именем, внимание, пожалуйста. Вот, сообщение. Чтобы не было потом, что я там что-то придумал. Вот он. Никита. Запомните, вот как только Саша и Никита, они встречаются, все. Все, это Габелла. Это вот, ну это просто, это вот считайте, что сатана из преисподней вышел, все. Саша плюс Никита равно, да, жест. Просто, да. Поехали. Да. заботу. Никитос. Его зовут Саша.
Ему 19 лет. Он Нормальный музыкант, пацан. сочиняет Музыкант. рэп. Я считаю, Ну что всё. это очень И играет в доту. Все, 2 в 1. Все, все, что можно, вот было. Все за 1 секунду сразу. Все, просто. Можно сразу следующий выпуск. Тут можно даже дальше не смотреть. А я уважал тебя. Нет, подожди. Я говорю сейчас конкретно за Сашу. Но есть Александр. Я подчеркнул. Александр, между прочим, у меня дедушка Александр. И Михаил Александрович его отец был. Я подчеркнул. Да. Главное, чтобы не Саша. Потому что, ну, это прям диагноз. Алеша красивый. круто. Мне так мама говорила. Твоя. Она будто бы точит мои нервы и мой страх. Кинул на нее и заплатил за все сейчас. Хочу Саша — это первый человек, с которым я почувствовала У тебя есть еще ко мне вопросы, Саня? В чате, который? Ну, есть какой-то еще у тебя ко мне вопрос? Может быть, обиды у тебя остались? У нас между с тобой, Сань, есть какое-то недопонимание сейчас в чате? Я секунду назад о чем говорил? Вот, пожалуйста. Он уже рыпануться успел, понимаешь? Вопросы есть, вопросов нет. Лайк, пожалуйста, поставьте, поддержите, потому что, ну, чтобы, да, чтобы, как говорится, да. какую-то родную связь, такие, я думаю, отношения, к которым нужно было бы людям стремиться. Быть именно друзьями, когда вы можете друг друга выслушать. Кристина очень яркая. Большие губы, карие глаза. Веселая. Прям то, что мне нравится. А еще у нее фигура крутая. После школы он проучился 3 года в Тюменском колледже производственных и социальных технологий на электромонтажника, но потом бросил. Ему не хватало времени на сочинение музыки. Она хотела быть со мной, но это только в снах. Вот это уже другое дело. А сколько Саше лет? Сейчас, 1 секунду. Это очень важный вопрос. 1 секундочку. Я прям чувствую, что где-то здесь что-то... Что он пукнул сейчас? Скр в конце, да? Уже Эшкере! Бан. плотнее звук. Я мечтаю как бы добиться успеха в музыке. Лет сколько тебе? Сколько лет? Лет, чтобы- годиков? 19? Я думаю, надо стукануть. Доложить. Просто... Ну, позвонить куда следует. Я думаю, надо поспособствовать. Чтобы... Скр. Да. Там будет репертуар немного, правда, другой. Да. В окне автобуса поплыл. Военкомат. А тёлки тупо сбились в кучу. Маш, что-то кричат. Ты, Саня, в армии. О, да, вот эти песни хорошие, армейские, да, как раз на гитарке бац, научишь. Пригодится в жизни, родной, пригодится, да, надо стукануть, да, ну, эти есть, нет, ребят? Мои песни были в чартах. Мне всегда казалось, что я рожден для чего-то большего, Рожден чем просто для любви, ёпта. Да, в душе огонь, а в руках мимоза. учиться и устроиться на работу. Мы познакомились с Сашей на сайте знакомств 2 месяца назад. Отправили друг другу сердечки, а потом пошли на свидание. Здравствуйте, а сколько у вас портрет стоит нарисовать? 500 рублей. Вот ее, пожалуйста. Саша мне нравится тем, что он очень часто делает комплименты, он очень ласковый, обнимает, целует очень часто. У меня реально такие классные ресницы. Да ты у меня самая красивая. Мы гуляли с ним каждый день, болтали, смеялись, с ним было очень весело. А через неделю он предложил мне встречаться. Я думал, через неделю его забрали в армию. Я ждал этого. Это был бы кульминационный момент в этом видео. Но О, нет. как высоко. Все, я не буду смотреть по сторонам. Да не бойся, Кристин. Я сейчас скажу одну вещь, которая, знаете, вот все мужчины меня поймут. И парни, и неважно, какого ты сейчас возраста, просто ты меня поймешь. Я накидаю примерно текст, а ты сразу оценишь. Хорошо? Смотри, тоже.
Чтоб потом не было вот этого. Дорогая, пойдем на колесе обозрения покатаемся. Там такие красивые виды, пофоткаемся. Ой, да, я очень хочу, да. На колесе обозрения. Я... Тут очень высоко, очень страшно. Дорогая, чем сегодня займемся? Слушай, а пойдем на фильм ужасов сходим? Да, пойдем. Дальше продолжишь, что она делает в момент, когда что-то на экране происходит. Закрывает глаза. Отсюда вопрос. Билеты стоят одинаково. Какого... Так, ладно. Поехали дальше. Не бойся. Тебе не страшно? Нет. Так хорошо с тобой. Мне с тобой, Кристина, хорошо. Когда Саша предложил встречаться, конечно же, я сразу же согласилась, потому что у нас уже есть друг к другу взаимная симпатия, и почему нет? Через 3 недели Саша снял отель на сутки. И там мы первый раз занялись любовью. Авиаселс отели. О, салам алейкум! Занялись вы там. Осуждаю. 300, другалек. Я очень переживала, Да, нервничала, переживала. но была уверена в Саше, Да, в поэтому Саше уверена. решила отпустить это. Саша, я, говорит, была уверена, но это парадокс просто И какой-то. как оно идет, пусть так оно и идет. У меня были интимные отношения до Кристины. Я кем? очень удивлен, что Кристина девственница была. Если честно, я сначала не поверил, потому что у нее пирсинг, татуировки. Но потом мне стало как-то приятно, что у нее никого не было до меня. Не предохранялись мы, потому что в этот момент не было презервативов. Но Саша уверял, что все будет хорошо, поэтому я как-то доверилась, получается. Но после мы всегда предохранялись. Ведь я пока не хочу детей от Саши. Мы слишком молоды и не готовы. У Саши нет работы, нет денег. Он живет с родителями. Он я с рэпер. ним еще не знакома. Всё, Его конец. маме Виктории Викторовне 36 лет. Она работает мастером ногтевого сервиса. Зарабатывает около 60 тысяч рублей в месяц. Его Сколько? Что, реально столько зарабатывают? отцу, Ивану Алексеевичу, 43 года. Он геолог-нефтяник. Ого! Получает 150 тысяч. О! Часто бывает в командировках. Время придет, и мы обязательно познакомим Кристину с моими родителями. Я думаю, это еще не самое. Сколько ему лет? Чего? Еще раз? Что? Сколько? 30 тысяч рублей в месяц. Его Подожди. отцу, Ивану Алексеевичу, 43 года. Он геолог-нефтяник. Получает 150 тысяч. Часто бывает Хорошо в выглядит, командировках. нормально, не бухай. Время придет, Наш. и мы обязательно познакомим Кристину с моими родителями. Я думаю, это еще не самое главное. Там бюджет Своей семейный, бабушке 200. я Сашу тоже еще не представила. Он пока не хочет знакомиться с ней. Я боюсь это потому, что он не планирует серьезных отношений со мной. Но говорит, что из-за музыки просто пока нет на это времени. Я думаю, она еще не примет, что мне 19, а ей 17. А вдруг бабушка начнет задавать неловкие вопросы, как я буду ей отвечать, что именно я лишил девственности ее внучку. Со временем мне стало напрягать Сашино увлечение. Он постоянно пропадает на тусовках в студии, и меня настораживает, что Нужно обязательно его поменять. Все правильно. До этого все устраивало, потом всегда приходят самые классные идеи, а давайте я все в нем изменю. Для того, чтобы потом сказать, он мне теперь такой не нравится, да. Все. Саша влюблен в музыку больше, чем в меня. О, Но музыка для выбирай, она или я. меня это главное. Из-за девушки я не готов терять мечту. Но Саше придется подвинуть свою мечту стать звездой. Хочет он этого или нет. Ведь я жду ребенка. Насколько часто вы изменяли? Накал страстей просто максимальный. Что здесь происходит у вас? Поехали дальше. Я заметила, что последнюю неделю со мной происходит что-то странное.
У меня небольшая задержка месячных. Хочу есть соленые огурцы с шоколадом. Я хочу пористую шоколадку белую. Шоколадки есть сейчас, интересно, белые? Я 1000 лет их не ел. Я на всякий случай решила купить тест на беременность. Я купила тест, но очень боюсь его делать. Я не готова сейчас к детям. Не понял. А вы... 2 полоски. Теперь мои планы отучиться Не на важно. парикмахера и начать зарабатывать придется отложить. И я не знаю, как Саша отнесется к этой новости. И нужен ли ему этот ребенок. Я в растерянности. Алло. Я тест сделала. Ну что там? 2 полоски. Я не знаю, что мне делать. Ты не шутишь? Нет. Приезжай быстрее, пожалуйста. Я не знаю, что мне делать. Да, я сейчас приеду, сейчас. Давай, пожалуйста, скорее. Я не знаю, как реагировать на эти 2 полоски. Я не понимаю, как мне дальше. Мне нравятся всегда вот такие люди, которые вот так вот разговаривают. Ну, вот так вот можно разговаривать, но при этом, как бы, рот ты не открываешь, потому что тебе просто впадло. Да, просто вот так вот разговариваешь. Причем я встречал раньше таких людей, которые, просто они вот так вот общаются и все. Я не понимаю, как это возможно. Я, правда, редко такие люди, но попадались в жизни. Жить и объяснять это своим родственникам. Я не готова к этому всему сейчас. Поехали. И Вот. что мы делать вообще будем? Вот так бы я У тоже тебя сказал. ничего нет, ни денег, ни работы. Где жить? Я в шоке, конечно, от этой ситуации. Ну и что делать теперь? Рожать, конечно. Это ребенок, ему столько всего нужно. Ну, не парься, у всех получается, и у нас получится. Давай съедемся. Да ты смеешься, что ли? 2 месяца только прошло, как мы знакомы. Куда? Сабин, добавь Вот это закрытую всё. телегу. Давай я мальчик. устроюсь на работу, мы съедемся, дай мне шанс. Я не уверена, что он действительно сможет построить качественную семью на данный момент. С первого раза по маслу и в точку. Да ничего страшного, все будет ок. Я не парюсь, все решим. Чтобы подтвердить беременность, я записалась на УЗИ. Саша обещал приехать, но написал, что опаздывает. Мне пришлось идти в кабинет одной. Беременность маточная. Ты точно уже? Это точно. На 100%? 100%. Да ёб твою Беременность мать, на желанная? 99,9%. Ты что такая тупая-то? Не планировали как-то. У вас 7 недель, 6 дней. Хотите послушать сердечко? Да, давайте. 165 ударов в минуту. Мы совсем недавно смотрели фильмы, которые я уже залил на Бусти. Про ксеноморфов. У меня теперь... Я человек простой. У меня шутка теперь сразу вылетает. Да, про этих лицехватов. Так что тут фильмов, ребят, очень много. Ссылка внизу в описании. Да, можете зайти там посмотреть. Если чё. Да, там смотреть, не попересмотреть. Там еще из тех архивов 60 терабайт. Понимаешь? Так что, welcome. 100 рублей в месяц. 100 рублей, да. Абсолютно нормальное сердцебиение. А что мне теперь нужно будет сделать? Вам Муравью нужно обратиться к приделать. врачу-гинекологу, встать на учет и обсудить с ней все вопросы дальнейшего наблюдения беременности. Как только сердце забилось, я уже не смогла думать ни о чем другом, кроме как, что я хочу этого ребенка, чтобы он был с нами. И мне уже не важно, какие отношения у нас будут с Сашей. Ты чё, как? У меня новости для вас. Кристина забеременела, и мы будем молодыми родителями. Да, натуре? Поздравляю. Кстати, что трек? Натуре! Блять! Давай трек запишем в честь этого. Блять. Семок поклюем. Давай, насыпь. Как воробьи.
Как вообще бомба получилась? Мы же договорились пойти вместе с ним. Я не понимаю, как на такую важную встречу в этот важный момент он может просто Да ему опоздать. похер. Теперь у меня Он закрадываются еще больше сомнения по поводу его готовности и ответственности. Мне кажется, он совсем не готов и не понимает серьезности ситуации. Почему ты не пришел? Задержался немного, прости, пожалуйста, что задержался. Беременность подтвердилась. Замечательно. Я сердце уже слышала. Можете мне объяснить, почему у нее в 17 лет сиськи с голову мою? Кто-нибудь мне объясните, пожалуйста. Я еще раз говорю, я не могу уже. Я культурный человек, я перестал ругаться матом практически. Они меня выводят каждый божий день. Объясните мне, как это возможно, как это работает. Почему так происходит? Откуда сейчас все вот это вот такое вот? Я ничего не понимаю. Вы мне под тем, кстати, роликом или позатем, тоже из того сезона, из первого, написали тоже то, что у вас, кстати, кто вот моего возраста, тоже был цирк уродов. Чего сейчас-то произошло? Генно-модифицированную продукцию, да, едим? Или чего? Сейчас это норма. А почему тогда это была не норма, а вот сейчас это норма? Вот, понимаете, вот как мне мне выразить все вот это вот свое вот негодование, вот как вот объясните мне, глупому человеку, я бы, мне кажется, стер сантиметра на 2 точно, если бы у нас вот такие вот в наше время были девки красивые. С формами, я имею в виду, да. И стало бы не 22, да, как сейчас, а 20. Я просто к чему веду? К тому, что почему, как это работает? Какого... Мне 34, у меня в классе были такие же. Не разговариваю все больше со мной. Там уже срок нормальный. У меня 7 были. недель. Вот с такими вот линзами квадратными, как у меня Я у не деда. знаю, как на это реагировать. Наташа, переживай, все нормально. оценка 5, садись. Это не игрушка, это ребенок. Я понимаю. Как мы теперь будем родителям говорить, твоим и моим, бабушке, моей маме? Как они на это отреагируют? О, Ты представь, боже. что будет. Да не переживай, нормально все отреагируют. Давай вместе как-нибудь скажем. Я против абортов, и все-таки уже пора взрослее становиться. Я сделал дело, и нужно отвечать за это. Я решила дать Саше шанс и согласилась жить вместе. Надо найти квартиру. Я получаю 12 тысяч в месяц. Угу. Это пособие по потере кормильца. Надеюсь, его хватит на первое время, пока Саша не найдет работу. Потому что у него денег нет совсем. Я где-то слышал то, что в принципе, если 12 тысяч получаешь и тысяч за 11 купить, ну, снимать квартиру, да, комнату, там, квартиру, неважно что. Я где-то слышал то, что люди могут без еды, то есть чисто на одной воде, где-то, по-моему, 30 дней. Да, это точнее без еды. Вот. А вот без воды, ну, в принципе, вода везде общедоступная, там унитаз на крайний случай есть. Вот, поэтому, как бы, ну... Теперь новость о беременности Гениально. и предстоящем переезде нужно рассказать бабушке. Я очень боюсь, ведь она даже не знакома с Сашей. Я позвонила и договорилась с ней о встрече сегодня. Рассказываю историю. Сегодня. Не буду рекламировать, новые самокаты в городе появились. Очень мне понравились. Я теперь на Яндексе не катаюсь, я на них обиделся, да. У них самокаты плохие, доставка говно. Ну так вот, значит, бронирую самокатик и геолокация. Ну, стандартная, да, история, я думаю, поймут меня те, кто пользуются этими услугами. Я стою, жду, когда дуплится приложение, стою, втыкаю. Магазин десяточка, раз, два, три, 3 ступеньки, сидит девчонка, лет 16. Трубы вот такие же, вот такая вся вот обвисшая, вот с этими вот обмудушными вот этими вот рукавами, которые вот так вот, ну, нормально, но это модно, у меня как бы вопросов нет. Ладно, хорошо, окей, все, без проблем. Пацан, патлы, чисто патлач, челкарь, дота, 8000 ММР, то есть, ну, профессиональный геймер, сразу по лицу вижу. На вид, ну, не знаю, ну, может, тоже ему лет 18-19, такой вот что-то, вот, ну, вот из этой вот оперы. 17, не знаю сколько, ну, вот плюс-минус вот здесь. Я стою рядом с самокатом, они вот рядом. Он звонит мамке.
Алло? Мам, мы тут в десяточку идем. Ну, понятно, да, в магазин. 700 рублей скинь. И я такой, знаете, который с 13 лет где-то что-то работал постоянно, пытался подработать, чтобы на свои хотелки как-то это. Она ему что-то отвечает, он: не, ну что тебе впадло? И она раз, видать, трубку бросила. Я стою рядом с самокатом, так смотрю на него, думаю, почему ягоды перевернуты, вот люди в чате спрашивают. То есть то, что сейчас Саша с этой зайдет к бабке, доведет ее до истерики, это тебя не беспокоит. А вот почему, кстати, правда, почему ягода перевернута? Как вообще можно было так приклеить? Это как? А как это возможно? Вот это тот, о котором я тебе рассказывала, Саша. Бабушка Вера. Все, приятно познакомиться с вами. И чем ты занимаешься? Да я музыкой занимаюсь. А родители? Родители тоже в Тюмени живут. Подождите, а какова вероятность того, что вот я просто, ну, я же человек взрослый, да? Вот если не надо писать причину, почему. Не мать это вешала, не надо. Так, смотрите. Какова вероятность того, что... То есть, если у меня два пацана, то они, соответственно, приведут девчонок. Это не обсуждается. Приведут девчонок, говорю. Что папе возьмут-то? Неважно, тихо. Училку там какую-нибудь. Или что-то. Тихо. Значит, какова вероятность того, что девочка скажет: здравствуйте, меня зовут... Какое-нибудь имя такое... Ладно, не буду говорить. И вот она скажет: здравствуйте, я рэпом увлекаюсь. Вот какова вероятность? Вот девочки вообще есть рэперши же, да? Или они нормальные все? Какова вероятность? Ведь, наверное, наверняка, да, есть. Напишите в комментах, пацаны, самое бесячее женское имя. Очень интересно. Какой победит, да, какой будет самое залайканное. Блин, 50 на 50. Ой. Только папа вот постоянно в командировках. Мама работает в салоне маникюра. Бабушка, у меня еще для тебя тут новость есть важная. Мы решили, Стой, дура! Ну, у бабки нож в руках. Стой, стой, тормози. Стой, не что надо. будем жить вместе. -2. Все, помянем. Ну ты что за новости еще? Тебе сколько лет-то? Нож, У нас нож забери, повод нож. есть. Нож забери, Что пожалуйста. за повод-то еще может быть, чтобы вместе жить? Я очень боюсь тебе про это говорить. Говори уже. Что случилось? Нож, нож из-под руки. Нож уберите, бестолковый, пожалуйста. Ну вот. Очень хорошо. Доигрались. Тебе сколько лет? Ты мог подумать, в наше время, как быть таким безграмотным? Сколько раз я тебе говорила, будь аккуратней. У тебя дочь в 17 родила. В какое наше время? А в ваше время? Предупреждала, все нормально будет, да? Случайно получилось. Ты чем ребенка собираешься кормить? Где жить собираетесь? Сиськой твоей. Вот чем. Я сниму квартиру и буду обеспечивать Кристину с ребенком. Настроюсь на работу. Я ему верю. Угу. Я не Родители верю. знают? Нет, родители еще не знают. Вот радость-то им будет. Я разочарована, что она забеременела. Хотя мы с ней очень много об этом говорили. Я разочарована. Я разочарована. Если бы мне сын пришел с какой-то кошелкой 16-летний, 17-летний и сказал бы то, что папа, у нас для тебя очень прекрасная новость. Да, у нас двойня намечается. Все. Папа бы не сказал, что он очень расстроен. Папа бы сказал одну прекрасную, одну фразу. Одно даже слово, которое ярко бы выразило и передало все его эмоции. А та да я. Да. И оно их бы несколько, правда, было. Потом еще несколько, потом еще несколько. Но я против аборта. Поэтому будем рожать. А ты чего ревешь, Кристина? Перенервничала, потому что... Ладно, успокойся. Напротив нас тетя Галя сдает комнату. Недорого. Близко. Мне будет спокойно. Переезжайте туда. Буду помогать.
Я думаю, подумать еще с Кристиной. А что тебе думать? Я другие Я варианты как-то есть. против, я не знаю. Что тебе не Может устраивает? быть, еще какой-то вариант. не Ну, знаю. подумаем, мы потом поговорим. Уже ничего не поделаешь. Да, буду помогать. Мне будет проще, когда я вижу Саня! их под боком у себя. Где-то какая-то, если помощь Саша! нужна. Проще будет помочь. Мне, если честно, вообще не нравится вариант с бабушкой. У меня такое чувство, что Да, ты пойдешь за мной, короче, я стану кормильцем. Да. Или нет. мы просто будем жить то ли у нее, или не у нее. Свободы как-то хочется, если честно. У тебя нету денег, чтобы Да, потому что я гэнста. предложить какое-то более лучшее жилье или отдельно. У нас есть время, как минимум. мы Нет, успеем. его нету. Санечка, ты Скоро снимаешь? станем родителями. А! Санечка, ты снимаешь? 30 на Ю. Как это работает? Телеканал Ю, вы... Че, игрушек мало разных? Почему именно он висит? Что это такое? Что это за отсылки такие? На наших подписчиков. Непонятно. Я позвонила своей маме, чтобы рассказать о беременности. Поехали. Но она не взяла трубку. Эту новость нужно сообщить и родителям Саши. Они живут вместе уже 19 лет. Поженились, когда его маме Виктории Викторовне было 16. И уже через год родился Саша. Вот Да только не его папа спорьте. в командировке. Поэтому буду сегодня знакомиться только с мамой. Знакомься, это Кристина. Проходи, не Привет, стесняйся. Кристина. Еще раз, тихо. Внимание. Только с мамой. Лицо мамы. Внимание. Знакомься, это Кристина. Проходи, не Привет, стесняйся. Кристина. Привет, Кристина. Я вас ждала, идем. Саша сказал, что ты любишь пиццу. Я заказала. Спасибо. А где ты, Кристина, учишься? Ну, я нигде не учусь и решила, что пока не буду поступать. Да Почему? Ну, я мечтала всегда на волосы отучиться, мастером стать. Поэтому решила, что сама попробую. Ну, никогда же не поздно получить образование. Можно и в 30 лет пойти учиться. Ну, с этим все-таки лучше не затягивать. Я считаю, что образование все-таки нужно получить. Мам, у нас новость для тебя веселая. Какая? Ну, короче, Кристина беременна. Ребят, вы что? Ладно, я шучу, мам, ну всё. В смысле шутишь? Это шутка или правда? Ну, нельзя так шутить, я согласен, это правда. Я в шоке с вас. Чего? Вы что, ребят, вы ну, такие поэтому, молодые. короче, Ну, жить вместе. какой ребенок сейчас может быть? Это просто. Как вы будете поднимать этого ребенка? Мам, ну успокаивайся, мы будем хорошими родителями. Вы что думаете, это кукла, что ли? Кристина, ты что скажешь? Так получилось, мы не планировали. Ну, так вышло уже. Не оставлять, думаю. Ну, конечно, нужно оставлять. Саш, вот у тебя то же самое с Катей было, серьезные отношения. Ты говорил, что... Сейчас пошатнется. Несостоявшаяся семейка, да. Хочешь строить семью. Мам, ну с Катей ошибка это, а с Кристиной у нас все получится с А Кристиной. кто это? Ты жил с ней? Ну да, мы жили вместе. Ну, это уже прошлая история, и ничего Ты не даже получилось. ничего мне не сказала по этому поводу. Да, зачем об Зачем этом тебе говорить? это? Ее зовут Катя, я встречался с ней 3 года. У нас была сильная любовь с ней. И разошлись мы с ней из-за глупости. Я ее просто приревновал. На Глупости. момент расставания с Катей встретил Кристину. Я понял, что она мне очень понравилась. Готов к новым отношениям. Меня очень расстроил этот разговор, что у Саши была бывшая, с которой он жил. Я об этом не знала, мне никто ничего не говорил даже сам. Нахера тебе эта информация? Зачем? Все, они расстались. Зачем тебе эта информация? Зачем, Господи? Для какого вообще рожна? Саша. Ребята, ну вы меня, конечно, шокировали. Еще как-то нужно сообщить отцу об этом. Я думаю, он точно будет не в восторге, Саш. Мы берем на себя эту ответственность. Не переживай. Какую ответственность? Ты башку свою помыть не можешь, потлатую постричь. Какую ответственность ты там берешь? Ты сумасшедший? Давай, думаю, все получится у нас. Я Сашу все время предупреждала, предохраняйся. Все время сама заказывала ему средства контрацепции. Но кто бы меня слушал?
Но я всегда Саше говорила, что если какая-нибудь девочка от тебя забеременеет, тебе придется нести ответственность, потому что на аборт я ни одну девочку не отправлю. Я против абортов, поэтому такой грех на душу не хочу брать. Правильно. Тройня. Сейчас батя приедет. -2 будет. Через неделю я уговорила Сашу переехать в комнату, рядом с бабулей. Бабушка дала нам 7000. Это что такое? Это что? Через неделю я уговорила Сашу переехать. Это что? Похер на это. Вот это что? Так, внимание. Я знаю, как это называется. Мне подписчицы объяснили. Это, внимание, спонжик. Спонжик. Им вот так вот макаешь и на харю наносишь. А? Нормально? Чувствуете? Девочки, есть в чате? Так, внимание. Вот это вот, если, конечно, я не ошибаюсь. Это вот знаешь как? Вот когда губы намазал, да, как обезьяна. Как жопа. И чтобы вот они вот блестели. Вот так вот взял еще вот так вот. Раз. И вот такой вот блеск для губ. Да? Я угадал? Нет? 100%. Это оно. Так, ну это тушь для ресниц. Это всякие там тональники, не тональники. Там мицеллярочка стоит, да. Опять мимо. Ну и хер с ним. Не быть мне, значит, этим. Давайте просто дальше посмотрим. Переехать в комнату, рядом с бабулей. Бабушка дала нам 7000 на первый месяц и договорилась с хозяйкой. Поэтому свое пособие я смогу отложить на фрукты и витамины. Не верится, что у нас свое жилье. Вангую, что сейчас этот придурок пойдет и купит себе какое-нибудь оборудование на это пособие. Просто скриньте. Если да, то 2 нижних ребра сразу автоматически, да. Даже несмотря на то, что санузел и кухню мы делим с соседями. Кристин, что-то мне, если честно, не очень здесь нравится. Ну, извини. Пока что у нас нету денег на другое жилье, потому что ты не работаешь. А я работаю. Работой ты называешь музыку, которая пока что лишь увлечение, потому что она не приносит нам столько денег, чтобы позволить себе что-то Кристин, большее. просто верь меня и все. Я постараюсь, но пока что я правда не уверена. Я смирился, потому что я люблю Кристину. Я надеюсь, что правда не будет бабушка лезть в наши отношения. Саша, ты куда собрался? Да я, Кристина, на студию собрался. Я с тобой пойду. Ну, Ты рапануться обещал мне, что чисто. покажешь студию. Я Да с ты еще тобой краситься хочу. долго будешь. Нет, мне чуть-чуть осталось. Все, я заканчиваю. Да, блин, Я Кристина, быстро. Спасибо за лайкос, ребят. Спасибо. да давай, не обижайся. Ну, я с тобой Послушай, хочу, ты обещал мне YouTube показать. хандрит, ну Ну, ничего, давай, мы Кристина, я прорвемся. побежал. Саша, Не во сколько впервой. ты придешь хотя бы? Я не знаю, во сколько. Если что, на связи. Ну, так не делается. Давай, я люблю тебя. Мне грустно, что Саша свалил. Я думала, весь день проваляюсь дома. Но неожиданно позвонила мама, и мы договорились о встрече. Хоть мама и ведет себя так, что ей на меня все равно, но я все равно хочу с ней встретиться и рассказать ей обо всем лично. Новости есть. Какая? Потрясающе. Ну вот, в общем, Что это? ну посмотри. Ты беременна? Да. О чем ты думала-то вообще? И от кого? Ну, мальчик, мы с ним встречаемся. И сколько вы встречаетесь? Что? 2 О месяца. чем ты вообще думала? Сколько? 2 месяца. И что? Рожать будем, что ли? Мама в 17 родила, напоминаю. В 17. На всякий случай. Кто только пришел на стрим. Ну да. А он что говорит? Тоже рожать. Воспитывать как будем? Где денег Как брать все будем? воспитывают, так и мы воспитаем. Будет работать, и все. А я с Серьезно? ребенком, да. Ты же А ты не родила. верил? Так извини меня, я родила, у меня папа был. У меня тоже. Саша есть. Я в шоке просто-напросто. Ты что сразу так? Ты его даже еще не видела и уже Да я так. его и видеть в принципе-то не хочу, А Кристина. что она кипишует? Она бухает и раз в месяц дочь видит. Я вообще... А если бросит? Не бросит. Это он сейчас пока так. А почему он должен бросить?
Ну, дай мне, посмотри, мне плохо стало аж. Для меня сейчас шок, что беременна. И погулять бы, где-то встречаться, да, там, пусть влюбляться. Какой ребенок? Она сама ребенок. Другой реакции я и не ожидала от мамы. Но мне все равно обидно, так как она сама родила не в прям большом возрасте. Поэтому я думала, что она хотя бы поддержит меня. Но вышло как всегда. Максимально. Привет. Ты слышал последнюю новость от Саши? Нет, что за новость? Приходил ко мне знакомить меня с новой девочкой. Просто ошарашена, она беременна. Вот это сюрприз Саня приготовил. Сколько ей лет? Ей 17. Совсем молоденькая еще. Саня взрослая, и нужно ответственность брать в свои руки. Нам придется помогать им. Нет, помогать мы им точно не будем. Батя базовый. Хорош, мужик, хорош. Батя, видать, сыночка очень хорошо знает. Он говорит, кто я? Я, говорит, за 150 штук на где-то там хрен пойми где в Сибири, во льдах замерзая. А этот, говорит, придурок, музыкант мамин. Да. Нет, можно было бы совмещать с музыкой какую-то работу. Но не так же. Уже взрослый мальчик и сам решит, что ему делать. Сего! В любом случае будем рожать. Хорошего! Единственное, я переживаю, что они расстанутся, так же, как с Катей. Потому что оба молодые, ума нет еще. Да, я звоню, говорю с ним по-отцовски серьезно. Взрослеть пора. Помянем дурака. Софа из 2-го сезона беременна. Поехали. Было себя плохо. Меня затошнило. Видимо, это токсикоз. Я вернулась домой, а Саши так и нет. Что-то Тухин на лицо и дело не в понтах. Она хотела быть со мной, но это только в снах. Это было сильно. Бомба, вообще круто. Черт, брат. Музыка не то чтобы важнее, чем Кристина для меня. Просто она должна понимать, что я вижу в этом успех, и я очень стараюсь. Алло, мам, привет. Ты знаешь, что Кристина у нас беременна? А ты куда смотрела? Нет, ты почему на меня ответственность перекладываешь только? Ну как? Была все это время. Мать Бухарь звонит бабке, у которой живет дочка, и говорит, ты на кого, ты что, не усмотрела за дочкой? Потрясающе. Я ни при чем. Что делать-то будем? Что делать? Воспитывать будем. Молодцы. Во всем виню себе. Да? Вот это то, что одна воспитываешь, это и сказывается. Времени, наверное, намного не хватало. Все возможно было исправить, наверное, в свое время. Ладно. Все у нас будет хорошо. Вырастим красивым, здоровым ребенком. Привет, пап. Расскажи, что там произошло у вас. Ну, ничего, Кристина беременна. Ну, чем ты думал? Головой, чем я думал. Ну, предохраняться надо. У тебя вариант только устраиваться на работу. Заводы стоят, стройки ждут. Да, пап, если надо, я на 3 работах буду работать. Все нормально будет, не парься вообще. Я тебе серьезно говорю, я постараюсь. Молодец, Саш. Не сливаться же. Жалко, конечно, что вот отец в командировках все время и Я тебе не верю. не бывает рядом в какие-то Вообще. такие важные моменты. Приятно, что он принял наши отношения с Кристиной. Уже за полночь, а Саша еще не вернулся и не берет трубку. Я переживаю. Кристин, А чего ты только сейчас пришел? а че? Ты чего? Ничего, С тобой чего? ничего. Прямо это разговор двух этих, что ли? Потау? От тебя воняет за километр, у тебя глаза красные. Кристин, я не должен тебе, как маленький, ты отчитываться, не должен, я понимаешь? не должна тебя терпеть, Мне не уходи. 7 лет, понимаешь, чтобы я Уходи. должен тебе, не знаю, Ну так звонить раз и ты говорить. не должен, тогда уходи. Я не буду уходить. Слышишь, Кристин, успокойся, пожалуйста. Пошел вон отсюда. Он на парашу Что закрылся? ты начинаешь, я не понимаю. Иди отсюда, говорю. То, что он может пойти и выпить с друзьями, это согласна я. Но это как люди делают? Они же предупреждают, они же пишут. Не так, как это делает он. А еще говорить, я не должен перед тобой отчитываться. Не должен. Но и я не должна его терпеть. Поехали. Процесс пошел. Кристин? Уйди от меня. Выгнать — это единственное, что я могу в этот момент, чтобы успокоиться, и это все не продлилось дальше.
С беременностью Кристина очень сильно поменялась. В плане характера, поведения. Ну, это свойственно. Выгнать, да, из дома мужика самый топовый вариант. Даже самого конченого. Беременную. Ничего в этом страшного нет. Ну, я как бы дал эту возможность и ушел. Ну, ладно, успокоиться, поговорим. Из-за вчерашней ссоры я плохо спала. Реально, уложила бы его спать, на утро поговорили спокойно. Что толку-то? Куда он уйдет? Переживаю, как бы это ни повлияло на здоровье малыша. А сегодня утром в дверь раздался звонок. Алло. Кристина, я извиниться пришел. Я, ну, как бы не прав был, но... Ну, я понял, что ты обиделась на меня, то, что я там не в семье. Я устроюсь на работу, буду меньше внимания музыке уделять. Я решил, что я с тобой хочу быть. Ну, и не просто так, мы ребенка захотели. Ты любишь меня? Люблю. Ну, все, иди сюда. Хочу, чтобы ты чувствовала рядом мужчину, а не ветреного парня. Кого? Все, не в обиде? Нет, пока что. Я решила простить Сашу, чтобы у ребенка все-таки был шанс на полную семью, которой мне так не хватало в детстве. После нашего примирения Саша стал еще больше уделять мне внимания. Каждый вечер проводить со мной дома. Гулять не тяжело, потому что меня мучает токсикоз, и я много лежу. Как тюлень, блядь. Вы вдвоем, кстати, можете на работу устроиться, раз такой критическая у вас ситуация. Хотя бы на какую-то простую, на кассе, еще где-то. Ну, чем-то можно позаниматься вместе, да. Кстати, смотри, какое приложение крутое скачал. Ну, такой ты будешь старостью. Какой ужас. Прикольно, но это ужас. Я бы лучше молодая всегда была. Не знаю, я хотел бы с тобой до старости дожить. Я тоже. Но видеть тебя таким смешно, конечно. Ёпта. У нас, говорит, не квартира, а музыкальная шкатулка. Просто дверь открывается, все заходят, выходят. Замки придумали. Давно. Щеколду придумали, я не знаю, цепочку, крючочек там. И я, конечно, ну, не подстрекатель, но почему Волан-де-Морт крадется? Что происходит? Почему без стука вообще, без ничего? Просто человек заходит. Это что за свинарник у вас? Мы не успели убраться. Что значит не успели? Лежите на диване, не успели. Ну, не успели мы. Ты посмотри, что творится у тебя. Мы отдохнем сейчас и уберем. И на постели кушаем, тоже отдыхаем? Да. К тебе, Саша, теперь вопрос. Родители где твои? Знакомиться когда будем? Да у меня папа в командировке. А мама где? Ну, с мамой, я думаю... Такие чуханы вообще просто забей. Просто свиноты. Договоримся и увидимся. Как долго? Вы уже живете вместе? Ты познакомиться успеем, сейчас уберемся. Вставайте, вставайте, не лежите. Сейчас встанем. Я знаю, как вы. Фантики валяются, пробки валяются. Смотри, везде свинарник какой. На полу какие-то крошки, еще что-то. Смотри, носки какие, как будто в них и год ходили. Сейчас. Я От приду чего через устали? какое-то время. Давай, короче, встаем, начинаем убираться, потому что, правда, она потом через час зайдет, еще в 200 раз хуже будет. Ну, когда будем знакомиться? Да с мамой-то я могу договориться на ближайшее время. А ты со своей мамой сможешь договориться? Я, конечно, попробую, но я не уверена, что ей это надо сейчас. Я даже не знаю, что сказать. От лени Токсикоз устали, только реально. усиливается. Постоянная слабость, сонливость, Токсикоз. часто тошнит. И я все время бегаю в туалет. Надеюсь, это нормально и никак не Это называется самонадрочка. отразится на здоровье малыша. Сегодня я иду на первый скрининг, где обычно и говорят о патологиях ребенка. Я очень волнуюсь. Саша на этот раз не опоздал и пошел со мной. Малыш развивается хорошо. Видимых пороков развития я не вижу. 10 пальчиков на ручках и... А, на ручках. 10 пальчиков на ножках. Да, все хорошо, да? Да, на сегодняшний день в соответствии со сроком беременности. А можно повернуть, пожалуйста, посмотреть, интересно? Да, конечно. Вот смотрите, это ваш малыш. Вот голова ребеночка. Добей это его меня. тело. Конечно, мне ничего не понятно в этом экране с УЗИ. Ну, я понимаю просто, что нас ждет с Жиза. Кристиной новая жизнь.
Я очень счастлив в эти моменты. Бывает, что даже эмоции как-то не сдерживаются, там слезинка протечет. Через 2 месяца мы сможем узнать, кто у нас – девочка или мальчик. Мы с Сашей решили, что после 2-го скрининга обязательно устроим гендер-пати. Ты чё? Работа. На работу устроиться хотели. Что ты делаешь? Саш, как думаешь, кто будет, мальчик или девочка? Работа. Не знаю, я, если честно, бы девочку очень сильно поработать хотел, чтобы была просто. папина Просто дочь. А поработать. если бы мальчик? Да, мы уже с ним на рыбалку ездили. Ну вот давай выберем имена. И для мальчика, и для девочки на всякий случай. Мы пойдем сядем, посмотрим, какие Пойдем. есть имена. Женские и мужские имена. Даже значения у некоторых есть. Саша. Универсально. Александра, защитница. Я пошутил вообще-то. Алина, благородная. Только не Алина, пожалуйста. Мне еще София как-то нравится, тебе как? Ну, София и вот Валерия красивые. Валерия? Да. Да, мне тоже нравится. А вот Если что, Валерий можно назвать как Меладзе. для мальчика интересно, какие будут. Ну как тебе имя Глеб? Мне кажется, прикольно. Да? Мне тоже Красивые нравится. имена. От мороженого меня затошнило, и я Повезло. поехала домой. А Саша снова побежал на студию. Меня начинает На работу. Просто поработать. сильно парить, что Саша постоянно там пропадает. Просто работать. Работу он даже не начал искать. По дому тоже не помогает. Ко мне подтянется планета, если не планета, может быть, услышишь меня во дворах. Сейчас в данный момент мы нашли продюсера, вот, с которым мы собираемся работать. И пока времени на работу особо нет. Поиски работы, ну, это бессмысленно в данный момент. Сказочный. Саша, ты вообще в курсе, что у нас в холодильнике пусто? Но у нас денег нет. Время у Да. тебя есть этим всем К бабуле можно сбегать. заниматься. Ты говоришь, что все будет, деньги будут, а работа? Работы нет времени Кристин, заниматься? уважай, короче, труд просто, любое хобби, не знаю. Так а ты Всё есть будет. труд будешь? Вот этот вот свой. Похер есть. У вас сейчас родится личинка. Вы ее куда положите? В простынку? Да. Вот по этим вот кнопочкам. Да. Это будешь есть? Я дописывать собираюсь, А что мне сейчас делать? Холодильник пустой, что мне делать предлагаешь? Да не знаю, давай у бабушки, может, покушаем там. Ты вообще? Ты говорил моей бабушке, что все будет нормально, я найду работу, у нас все будет хорошо. По кнопочкам тыкаешь, больше ты ничего не делаешь. Ну что за бред? Кристин, да не парься, я найду Предлагаю выгнать. работу. А когда ребенок родится, ты тоже ему скажешь, подожди, пока я найду работу. Он будет голодный, Все, давай а ты не скажешь, будем ну пилить да. мозги, реально. В любой сфере не сразу можешь успеха Так а достичь. ребенок уже вот в животе, что делать? Куда мне его деть? Ребенок Кристин, уже хватит есть. отчитывать меня как маленького. Что я... делать? Я не могу просто. Нет денег! Сообщение в чате. Фарми Адену в Lineage 2 и продавай. Изи мани. Ссылочка в первом закрепленном. Как вы это делаете? Ну хотя есть у кого учиться. Уже с тобой разговаривать. Мы друг друга не понимаем, Гений. не слышим, а на мои претензии Саша либо отвечает, все будет хорошо, обещаю, потом. Сань, кстати, можно OnlyFans завести. Пока не родила. Зато можно треки писать, ничего не делать. Либо мы просто ссоримся, и Саша здоровый мужик молодой, который должен идти работать, а не свешивать и Саша? надеяться на мою бабушку. Можно кредит, кстати, Хоть да, не взять. стыдно перед бабушкой, но я отправила к ней Сашу за продуктами. Алло, Алло. это кто? Это Катя. Можно мне Сашу, пожалуйста? А зачем, для чего, что ты хотела? Потом это позвонить мне. Саша, ты что такое? Почему тебе Катя названивает? Не знаю, что она звонила. Ну давай, звони при мне, что она хочет, узнавай. Давай. Алло. Алло, Кать, что звонила? Я тут переезжаю в другую квартиру, а у меня остались свои вещи. Вы можете забрать их? Ну ладно, давай днем тогда в центре. Да, хорошо, давай. И что за вещи там твои? Что они там делают? Да не знаю, футболки. Лежат. Забыл забрать вещи. Забыл вещи забрать. Лежат вещи, надо забрать. Может, остались там носки еще, ну, трусы. Хорошо, давай вместе пойдем за этими вещами забирать. Да не, ладно, Крис, я один схожу уж. Ну почему один? Схожу, просто быстро заберу вещи и все. Короче, иди за этими вонючими вещами, делай, что хочешь. Я верю в то, что Саша не настолько идиот, чтобы семью ради какой-то девочки. Кого бросить? Семью?
Поэтому пусть езжают за своими вещами, я буду спокойной. Вот я тут Спасибо. тебе вещи оставила. Не хочешь пройтись, погулять там чуть-чуть? Блин, да. Бисмилля. Я в инсте, я говорю, недавно рилс только листал. Бисмилля. Изыди, падла. Ты чего? С ума сошла? Ты ночью увидишь, ты чокнешься. Вы что с собой делаете-то? Давай только недолго. Слушай, Саш, я тут подумала. Ну, мне кажется, у меня к тебе чувства остались. Блин, слушай, у меня девушка появилась, ребенка ждем. Ребенка? Что за жесть? Ну, так вот. Ты уверен? ОМГ, чел, что за трэш, жесть вообще, ок, чел. Ок, о. Ну, по первой букве прям сокращайте слова, что такого? Что это все серьезно? Конечно, ребенок, ты что, угораешь? У нас с тобой столько всего было вместе, мы столько всего прошли, и ты просто так быстро забил на меня. Да даже если любил, типа люблю, не знаю, то мозгами уже как думать начал. Ну, может, как-нибудь. Все, Кать, все. Когда Катя захотела меня поцеловать, я чуть не поддался. Я реально не знаю, что со мной в тот момент было. Мы с Кристиной вместе, и никто нам не помешает. Уже темно, а Саши до сих пор нет. Я очень ревную и переживаю. А вдруг я совершила ошибку, отправив его к Кате? А если он захочет к ней вернуться? Я просто не нахожу себе места. Что, говорит, за звуки? Алло, Саша? Что, говорит? Воробья. Представляешь, говорит, нашли, говорит, воробья кормим. Кормим воробушка, да, этот, галчонка. Да, вот, говорит, сейчас покормим и сейчас иду. Эту птичку спасаем, да, птичку. Ну, это природа живая все-таки, да, флора, это фауна. Да, все, И давай. как все прошло? Ничего необычного. Нет, давай ты мне расскажешь, вот прям дословно, как вы встретились. Подошла, привет, я тоже поздоровался. Прогуляться немножко предложила. Тебе предложила бывшая прогуляться, ты пошел прогулялся? Ну, немножко пройтись, так скажем. Для чего? Ну, она говорила, может ли что-то у нас не получится. И что ты? Ну, я сказал нет. И как она отреагировала? Да никак, поцеловать меня попыталась. Целовать? Ну да, я как бы сказал, Кать, не, все, давай. Ну и убежал. Конечно. Ну, чтобы не рассказывать, я не знаю. Да нет, спасибо тебе. Я теперь еще больше буду переживать. В следующий раз, это был первый последний раз, когда он тебе что-то вообще рассказал. Бестолочь. О боже. Уже прошел целый месяц, как мы с Сашей живем вместе. Я думала, что он найдет работу, будет для семьи зарабатывать деньги. Да. А в итоге я переживаю, что он не на студии зависает, а тайком встречается с Катей. Но про бывшую Саши бабушке пока не буду рассказывать. Она и так не в восторге от моего выбора. Что там в тарелке плавало? Что это такое? Сколько могу вас кормить? Я не доверяю этому человеку. В любом случае, это будет моя ошибка. Мой ребенок Бабка готовит там на троих. Серьезные намерения были бы, с родителями, наверное, познакомилась. Если бы не любил и не хотел, то не сидел бы У рядом меня теперь, я постоянно смотрю на эти ягоды перевернутые. со мной. Понимаешь, идет к тому, что он уйдет, и ты останешься одна. Он не уйдет. Он Да, нас ты любит прекрасно с знаешь. ребенком. Я воспитывала твою маму одна. Бабка. Это какие трудности? Ты почти одна выросла. Я не уверена Все в нем. плохо, И не все хочу, чтобы ты плохо. так же жила, как Ничего я не или мама. получится, все плохо. У тебя Будет конец, Да. все, Если бы он конец, хотел, он давно бы нашел все, работу. ничего не Он не готов к получится. семейной жизни. не Давай, готов. бросай Я его, боюсь, бросай. что бабушка окажется права на его счет. И Саша не оправдает моих ожиданий. За куда можем поставить? Вот сюда. Вот. Саш, ты же помнишь, что нам сегодня уже платить за квартиру? Да, помню, но есть проблемка. Какая? Не хватает немного. Как не хватает? 7 тысяч. Из 7. Что? Ну, немножко не хватает. Бабушка добавит, пенсия нормальная. Не беспокойся, Кристина, придумаю что-нибудь. Ну вот что ты придумаешь нам сегодня уже платить за квартиру? Микрозайм. Зачем? У кого-нибудь. Вот, это правильно. Да, ко мне не приходи, придурочный.
я в долг денег не даю. Да, этот, как его? Микрозайм. Да, под 200% ежедневных. Гениально. Придумаем. У кого ты займешь? У кого? Криса, может, поговорим с 8, бабушкой, 8. отдать ей потом? Нет, Саш, нет, мне стыдно, ты чё? Я не буду разговаривать с ней, чтобы она нам занимала. Она и так слишком много делает. Нет, все. Мне эти нервы реально ни к чему. Давай решай сам этот вопрос. Я уже устала. Вдруг я сейчас начну работать, моя музыка полетит к чертям. Я лучше, не знаю, немножко поунижаюсь, займу у мамы. Просто я не хочу упускать возможность в плане музыки. Работу сейчас искать — это бессмысленно. Оксаночка, солнышко наше. Вот я сегодня, знаешь чего? Роллы себе куплю. Заморские. Да, там со всякой там икрой Тоби, Доби, чи как там. Да, давненько хотел. Да, спасибо, солнышко, спасибо за 50 евро-долларов. Ничего себе. Оксаночка всегда нас поддерживает, солнышко наше. Спасибо. Да, за лайк спасибо, за хлеб, за соль, за воду. Спасибо, спасибо. Спасибо. Я тебе дам сейчас, тетя Оксана. Оксаночка. Да. Моя, кстати. Алло, мам. Привет. Я хотел спросить у тебя, немножко Спасибо. неудобно об этом говорить. Может быть, занять 5000? Нас просто Семь. подрасчитал немножко с квартирой. Ну хорошо, я сейчас скину. Из-за того, что я Сашу разбаловала, он привык, что мама даст, мама купит, мама поможет, выручит. А отец другого мнения. Он считает, что сам должен добиваться. А как можно не помогать ребенку, зная, что ситуацию уже не изменить? Раз уж так получилось, нужно помогать. Привет. Да, Викуль, привет. Ты же понимаешь, что он не работает сейчас, не может сам-то себя прокормить. Нужно помогать им. Нам родители-то все равно тоже помогали. Пошли его в опу. В опу. Мы сами, вспомни, начинали-то с нуля. Ну да, было время. Оплатить квартиру в этом месяце нам помогла мама Саши. Но это меня не радует. Я перестаю верить в то, что Саша устроится на работу, а нервничать каждый месяц, где брать деньги, я не хочу. Я не понимаю, как Саша легко может жить за чужой счет, питаться. Это уже вошло просто у него в привычку, ему комфортно. Я вот не понимаю, как носки в раковине постирать нельзя, девочки. Ходить с такими потниками, вот этого я вообще не понимаю. Вот реально не понимаю. Сорян, но это просто жесть. Комфортно жить за чужой счет, что не нужно ни за что переживать. Для меня это непонятно. Почему ты не шевелишься, если у тебя нету работы? Даже те же А ты? 15-20 тысяч ты не возьмешь с воздуха. Их нужно также заработать. Сегодня тетя Вика пригласила мою семью к себе в гости, чтобы наконец-то познакомиться с моими мамой и бабушкой. Но мама не подняла трубку. Наверное, занята своей личной жизнью. Поэтому с бабой Верой мы идем вдвоем. Метро Ну и как ты 40-градусное. на этот счет, что они решили завести ребеночка? Ну, думаю, Знаете, чего я хочу? Евгений, спасибо за подарочные сапки. Спасибо, дорогой. Спасибо за 10 сабочек. Спасибо, ребят. Знаете, что я хочу? Но это я вам по секрету только скажу. Короче, вот я правда забыл, как правильно, торты или торты. Я, короче, хочу... у меня... Я когда маленький был, на севере росли. Вот у меня матушка, знаешь чего? Знаете, девчонки, что она делала? Это я сейчас с девочками с нашими разговариваю. Девочки здесь, нет, плюс Аните. Значит, она там всякие коржи там пекла, что-то там покупала, там, короче, там всякие там вкусные там вот эти, да. И у меня вот, ну, есть такая вот идея, да, то, что вот, может быть, вот там что-нибудь такое, вот, знаете, делать только вкусное такое, хорошее, там, знаете, чтобы, ну, качественно было. Ну, как вот у меня все, там, как мерчик я делаю, да. Ну, такое, чтобы, знаете, вкусняшечки были, да. Может быть, там, где-нибудь там в Москве, в Питере какую-нибудь маленькую забегалочку свою открыть. Там и вот, ну вот, поняли, да? Ну что, ну, мне кажется, это очень здорово будет. Не знаю, ну, это мое мнение. Да, но это такое далекое будущее. Фарточек себе подвяжу такой, да? Мне кажется, неплохая идея. Но это если девочки поддержат, я подумаю.
Решили-то не С голым торсом. решили, а получилось так. Конечно, я была шокирована. Не знаешь, как я была шокирована? Сколько с ней разговаривала. Разговаривали-то мы все, кто бы нас слушал еще. Да, Саш? Знаете, что хочу? Вот помните, кто постарше точно помнит, сейчас я не знаю, есть они или нет, трубочки со сгущенкой с вареной. Прикинь, что вспомнил? Трубочки такие, типа вафельки-то. А? Рецепты? Ну, конечно, вы мне рецепты будете скидывать. Я только... Есть? Есть, правда? О, надо найти. Надо найти обязательно. Надо поискать. А я сладкое я не особо, ребят, любитель. Так, я могу иногда шоколадочку там. Я очень вот, когда вот так вот жирное все, вот не люблю, вот когда вот, знаешь, крема много, вот это не мое. Я люблю, когда там что-нибудь там, там, не знаю, там даже, что я люблю-то вот, не знаю. Ну, короче, не знаю, вкусненькое люблю, там, какое-нибудь, это, как вот, там, птичье молоко, там, такое вот, знаете, что-нибудь. Так, во, спасибо за сапки, ребят, спасибо огромное, спасибо. Да, смешно. Теперь, да, Кристинушка? Что остается? Будем помогать? Угу, конечно, все хорошо. А что, Мама, не очень хорошо? Бабушки будут помогать. Ответственность большая часть на нас ляжет. А мама Кристины почему не пришла? Вроде ж знакомиться-то должны все. Пока что не смогла. Кристина добрая, скромная. Я приняла ее как дочь, прониклась ее историей. Мне стало жалко ее, что мама до сих пор не принимает участие в ее жизни. Мне очень неприятно, что мама не звонила и не писала мне после того, как узнала о беременности. Я такого не ожидала от нее. Я думала, что такая новость заставит ее больше обо мне переживать. Ну, да, логично. У мамы запой. Уважительная причина. Привет, Латвия. Здорово, ребят. Здорово, прибалтамся. Здорово, пацаны. Токсикоз, похоже, проходит. Я уже не так устаю, могу есть нормально и гулять с Сашей. Че, Крис, может, по морожке не хочешь? Коктейлю? Да, мне бы хотелось. Подожди, мне кто-то звонит. Алло? Тебе надо подъехать на студию, потому что продюсер подъехал. Послушай твою демку. Че, думаешь, Варик, нужно прям лететь? Да, срочно. Сейчас прилечу. Кристин, сейчас на студию надо, важно реально. Продюсер сидит, ждет. Мы только встретились. Извини, пожалуйста, но мне реально идти надо. Ты обещал время со мной провести. Все, извини, пожалуйста. Ну ты что, издеваешься, что ли, вообще? Я не понимаю, как можно просто взять, убежать к своим друзьям, когда вот я... Я вот тоже не понимаю, как можно... Подожди, а почему он ее с собой не взял? Почему он ее вот сейчас с собой не взял? Я стою перед ним, мне очень обидно за это. Я расстроена, что для Саши музыка важнее, чем я. Подруг у меня нет, кому бы я могла пожаловаться. Сначала думала пойти к бабушке, но она будет читать нотацию о том, что Саша мне не пара, и я зря забеременела. Поэтому за поддержкой я обратилась к Сашиной маме. Смотри, какая. Да, все цены у них тоже, конечно, хорошие. Вот столько денег нужно. А Саша начал работать? Не начал работать, все так же забывает про меня, с друзьями на студии пропадает. И я даже уже и не уверена, действительно ли он с друзьями, и действительно он вообще на студии. Ты знаешь, где находится эта студия? Да. Дай мне адрес, я схожу, поговорю с ним. Хорошо. Как ты вообще себя чувствуешь? Потрясающе. Так-то неплохо. Просто я очень рожать боюсь, переживаю. Кесарева очень не хочу, ну и естественных родов очень боюсь. Вот хотела спросить, вы как рожали? У меня были естественные роды. Я тоже очень боялась, конечно. Больно? Врать не буду, больно. Очень боли боюсь, на самом деле, больше всего. Ну и боюсь, что какие-то осложнения там в родах будут. Очень переживаю. Все будет хорошо, не нужно думать о плохом. Спасибо большое Сашиной маме, которая помогает мне, заботится обо мне и помогает мне подготовиться к этому важному событию. Я взяла у тети Вики номер Сашиной бывшей. Хочу поставить эту Катю на место, чтобы к нам... Ты же женат. Да не женат я, не женат я. Господи. Как вот... С января месяца ваш покорный слуга и любимый стример в свободном плавании. Вот один раз, вот последний, вот самый скажу,
Все. Давайте не будем. Пожалуйста. Мне уже и так уже везде все взорвали, все лички, все инстакарточки и все остальное. Пожалуйста, все хорошо. Все в порядке. Все нормально общаются, все хорошо. Никто там никуда не это. Все в порядке. Всех вижу, все замечательно, все хорошо. Ребята, никого не бросил, никого не все нормально. Просто вот как есть, так есть. Вот так вот. Хорошо? Давайте, без уточнений каких-то. Не-не-не, Оксаночка, нет, я не брошу эти игры. Как это? Я прохожу потихонечку, ты сама видишь. Да, мы игры не бросаем никакие. Все. Не лезла. Спасибо. Я позвонила и договорилась с ней встретиться в Центральном парке. А зачем ты Саше пишешь? Ты же не просто так позвала, чтобы он вещи забрал, чтобы увидеться, правильно? Вы встречались с ним 3 года, вы встречаетесь 2 месяца. Ну какая разница, я же беременна. Ну и что? У меня, может, остались к нему какие-то чувства. Мы сейчас живем вместе, у нас все хорошо. А чё у неё с Сейчас лицом? что хочешь? Может, я Денчик, хочу ускорить спасибо. этот процесс, чтобы он был со мной опять. Ну это тупой поступок. Ты если так хочешь. Не лезь просто, не звони, не пиши больше. Я считаю, что Катя жалко из-за того, что хочет быть с человеком, который уходил от нее. Она живет в каких-то придуманных с собой реалиях. Это смешно. Что думаете? Как это? Я думаю, что это каловые массы. Пожалуйста, Рамштайн, Линкин Парк, Слипкнот, Сам 41. Что-нибудь нормальное есть, нет, Цоя включить в конце-то концов. Я не знаю, там, Аркадия Укупника. Что-нибудь такое. Тут надоело уже эта рэпчина ваша ссаная. Из всех щелей она играет. Я думаю, это Металлика, вот люди пишут, да. вообще будущий хит. Мне очень нравится. Я полностью согласен с Дэвидом. Можешь проспонсировать этот трек, потому что этот трек Давай, усандолься еще здесь, в маргарин. точно принесет прибыль. Ну, давайте. Да. По рукам? Да. Чё, сколько сможешь выделить? Я думаю, для начала 1100 будет достаточно. Ну, здравствуйте. Привет, ну. Никит, давай пойдем, отойдем, пожалуйста. Сейчас нос просто Ты говорит, не калачу. зарабатываешь на музыке. Мам, да это не все так сразу, понимаешь? Нужно вкладываться хотя бы в опыт, хотя бы, как минимум. Сыт не будешь этим. Тебе нужно содержать семью, кормить. Скоро ребенок появится. И что Дистурбит, вон, да. Да, вон, наши ребята сидят, потлачи. Это, говорит, пожилая мельница. Там, поехали. Да, все нормально, ребят. Я это одобряю, да. Вы не думаете, что я это, да, такой вот весь напыщенный, весь такой вот весь вот края, это, да. Я, подожди, сейчас какой-нибудь концертик будет, я тут начну пенить. Да. Я такой, я могу. 100 тысяч, почему бы не взять взаймы? Да, правильно, и у матери еще 10. По-моему, нормально. Что тогда? Я верю, что, короче, все получится там с музыкой. Ты уже говорил мне об этом. Ты уже обещал мне, что ты устроишься на работу, будешь подрабатывать. На что ты планируешь содержать ребенка? Да он же еще не родился, мам. Ну так это же не за горами. У вас на квартиру не хватает. Музыкой я бросать точно заниматься не буду. Ну тогда как-то разграничь это время, чтобы никто не был обделен. Мама, конечно, тоже странная, то, что поддерживает Кристину. У меня реально такое впечатление Я один жду, когда батя приедет и просто его кончит сразу на месте. складывается, то, что не я ее сын, а Прожми лайк, чтобы батя быстрее приехал. Он услышит. Кристина ее дочь. Просто для меня как бы важно, чтобы семья поддерживала меня, в том числе и мама. Алло, привет, Саша. А что вообще у вас происходит там с Кристиной? Что с ним происходит? Мы сейчас с ней встретились, она мне высказывает претензии по поводу того, что я лезу в ваши отношения. В смысле, а как вы встретились? Ну, мы с ней договорились о встрече. Ладно, извини, я поговорю с ней. А, это та ей позвонила? Крис, ты тут? Я смотрю, а тут дома тебя нет. Да. Я у бабушки зашла кастрюли поискать. Слушай, я серьезно поговорить с тобой хотел. О чем? Да мне Катя позвонила, рассказала о том, что вы встретились с ней. И что? Я не понимаю, зачем вообще выяснять что-то, зачем вы увиделись. Ты не можешь объяснить ей, что не нужно названивать и лезть, у тебя не получилось это. Блок. Есть такая кнопка. Так вот. Блок ЧС. Все. Конец.
Приезжай к нам в Рим. Italy Life. Да лучше вы к нам на Колыму, мои хорошие. Да я с радостью. Мне это выбраться-то, это вот... Ну вот когда вот? Я же, девчонки, я же еще и на этот учусь. Я же сейчас на пилота учусь, на гонщика. Вот вы все смеетесь. У меня 20 какого-то числа, день через день или день через два, 2 по 2 заезда. Я вообще-то не за горами, возможно, скоро допуск к гонкам получу, ребят. Я просто пока ничего не говорю, я скромный человек, да. Вот, и спасибо огромное, Итали. Спасибо, мне очень приятно. Спасибо вам, девчонки. Спасибо, ребят. Вот, и я, да, вот, может, на каких-нибудь соревнованиях, да, туда. Да. Так что как-то так. Вы на инстакарточку-то подписывайтесь. hard.inst. Да. Там я все выкладываю, да, там время от времени. Каждый день. Ты просто должна понимать, что таким поведением ты меня никак не удержишь. А я тебя не собираюсь удерживать. У Кристины очень сложный характер. И когда она спорит со мной, в меня Америку морально это давит. Я не справляюсь. Спасибо. Спасибо за приглашение, ребят. Я бы с радостью. Я бы Рим очень хотел посмотреть. И Америку. Сегодня иду на второй скрининг. Просто в гости Хотела приехать позвать маму посмотреть. на УЗИ, но она снова не вышла на связь. Поддержать меня пошел Саша. Спасибо. Вот здесь располагается головка малыша. Вот это его сердечко. Можно сердечко послушать? Да, конечно. Ритм 146 в минуту. Это тоже очень даже хороший, 146. нормальный ритм. Мы попросили врача написать пол ребенка на листочке. Я хочу устроить гендер-пати, но пока не знаю, на какие деньги. Здорово Я вот вместе это вот с семьей слово, узнать, кто же у нас. вот это вот слово гендер-пати, это просто забейте. Это просто, это, ну, я даже не знаю, что сказать. Как водой задонатить. Да не надо донатить, ребят. Вон, лайк поставили, на канал подписались, сидите, кайфуйте, вы еще угораете, что ли? Будет. Спасибо. Кристина, мне нужно на студию, я не закончил трек. Опять? Если бы ты пошел на работу, я бы тебя отпустила. Ты можешь пойти завтра, в другой день. Сегодня очень важный день для нас. Я думала, мы вместе это проведем день. Сколько можно с этой студией? Это Я не каждый могу день- это отложить, каждый Как день. можно здесь жить? Как вы живете? Знаешь, иди куда Никак хочешь, ты не уже живем. надоелся. Не, ну здесь она позанула, правильно сказала. Все Где правильно. Саша? Ушел. Куда ушел? На студию сказал, что ему нужно доделать будет трек. И именно этот случай сегодня, да? Ну, я пыталась с ним поговорить, говорила ему, но он сказал, что это... Новость. Я, короче, собаку выбираю. Я все, я созрел. Да. Выбираю, там ищу. Но только я очень серьезно подойти хочу к этому вопросу, поэтому я пока думаю, там читаю про разные породы. Да. Но пока для квартиры. Как дом будет, как вот дома мы достроим, вот эти вот на Истре, да, ролик на канале есть. Кстати, скоро покажу, как там. Съезжу еще, подсниму, там уже все доделали, там 5 домов уже доделали вообще полностью. Я туда уже большую собаку заведу, а сейчас пока вот в квартиру, ну, так скажем, ограничены полетом фантазии, потому что, ну, хочется, чтобы все-таки в квартире собака себя тоже комфортно чувствовала. Да. Ну, вот так вот, короче, вот такие вот. Ну, может, там кто шарит, может, кто заводчики, там напишет в комментариях, или у кого где какая собачка живет, и я почитаю. Да, я почитаю с радостью. Сын старший говорит, ну, это понятно. Он говорит, это вот хаски бы мне, да, хаски. Я говорю, хаски ему. Я говорю, солнышко, я говорю, хаски, я говорю, мы в шерсти утонем все, если хаски в этом будет жить. Хаски надо, чтобы вот выпустил, и она пошла там по 150 соток там окучивать, бегать, прыгать, да. В Италии заброшек больше. Ну, тут да, согласен. Везде, как говорится, хорошо, где нас нет. Хотя, ну, не знаю, я поспорил, где. Тут тоже непочатый край. Сейчас скоро поеду на заброшечку, я вас порадую. Вы только на телегу подписывайтесь, там вся информация будет, ребят. Я все выложу, когда поеду, да. Так что как-то так. Стримлю каждый день, напоминаю. Нужно очень срочно, Орги. и в другой день посидим. Я в комментах почитаю, чего напишите. Мне очень интересно, у кого какая собачка живет.
Корги прикольные, ребят, но у них шерсти много. У них там как-то подшерсток, да, по-моему, называется. У них очень много шерсти. Хорошо, не расстраивайся. Очень-очень. Ну, Саша испортил все настроение. Ну, каждый раз так ведет себя. Надоело. Просто мне кажется уже, что он не настолько... Надо нам разговорный стрим сделать. Я что-то соскучился. Да, сидеть с вами, пообщаться. Что это, я прям это... Хочется вам что-нибудь рассказать. Там вот это вот. Чаечку надо купить, машину взять. Куда-нибудь выехать. Зодиак бывший ходит. Она 2-3 недели назад писала ему, что-то там вспомнила. Кристина, если бы он бегал, у него бы поведение изменилось. Я не думаю, что он бегает туда. Он Значит, просто рэпер. Приходит? Приходит. Ну так. Не надо, не переживай. Я не хочу. У меня Кристина так, такого так мужа. хороший Я хочу тоже. более уверенного, наверное, в том, что он... Да я вообще, знаете как, я вам так скажу. Я вам рассказываю. Я такой человек, ну вот, когда вот, ну вот там в магазине кому-то вот что-то не хватает, там или бабуль там какая-нибудь стоит, тупит, копейки считает, у меня всегда это было. Всегда, всю жизнь, даже когда я не так богато жил и просто обычным работягой вот был, я никогда не мог. Мне жалко становится людей, у меня есть такая черта, я там всегда там оплачу сам, еще что-нибудь, я вот такой вот. Там собачка перед магазином сидит, я развернусь, пойду какие-нибудь дешевенькие сосисочек куплю, там водички налью, там в эту мисочку, поняли, пластиковая посуда продается, там раз и нальешь, если там ничего не стоит. Вот, и я, знаете, как вообще думал сделать в какой-нибудь... Для меня не важна порода, чтобы, ну вот, там, кичиться, знаете, там, типа, вот у меня там супер, там, какая-то породистая. Мне кажется, я даже приду к тому, что я приду в какой-нибудь питомник, не питомник, а как же это называется? Слово-то вот это вот. Как они, ребят? Слово-то такое есть, это, как оно? Как они? Приюта, приют, да. Я приду, я оттуда точно один не уйду. Я так не могу, ребят, мне их жалко всех станет, да. И я кого-нибудь точно с собой оттуда заберу. Да, ну, мне кажется, она сама найдет. Как вот говорят они, ну, ты почувствуешь, что это твоя собачка. Да. Я могу. Не, ну всех-то я куда мне? Всех я не заберу, конечно, но... Ну, мне кажется, это неплохая идея. Да. Порадовать какую-нибудь одну собачку из приюта и сделать ее жизнь, так скажем, более такой хорошей, да? Ну, конечно, гулять там, ходить, все дела там. Все серьезно. Есть надежда на завтра. Там Здесь... все прививочки надо сделать, там, да, все, посмотреть, там это, почесать, там, начесать на это, чтобы накормить, напоить. Да, так что как-то... Как заяц у меня живет. Ну, увидели, мне зайца подарили, кролика, да. Он у меня живет, видели апартаменты? Он, кто на телегу подписан, тот знает. Двухуровневые апартаменты. Там не заяц, а... Там их разводить в этой клетке ты не назовешь. Там, как эти, ее заносили 5 человек. Еле под заказ сделали. Он там в гамаке качается. Я вообще первый раз увидел, как зайцы в гамаке, оказывается, умеют качаться. Да, умеет. А, сидит там, качается. Сейчас корма купили. Хотите завтра в инстакарточку или куда? Выложить завтра? Что купил? Только вот привезли. Хотите? Если хотите, да, напишите в комментариях. Давай в телегу. Давай в телегу выложу. Давайте. Все, завтра, вот какое сегодня число? Там 14, сейчас уже как бы пришло. От 14, давайте, 14 или 15 в телегу кину пост, что привезли кролику. Там, я не знаю, сколько он это есть, год, наверное, будет. Мешок целый, да, с меня ростом. Туда с головой просто можно залезть и сидеть там. Ну, а я что, они говорят, какой? Килограмм 2,5 или 25? Я говорю, 55 есть? Он говорит, есть. Я говорю, привози. Хороший он. Привезли, только до студии осталось допереть. Я сейчас, короче, скину фото. с Кристиной. 20 килограмм. 20 килограмм, да. Кролик килограмм весит, 20 килограмм корма привезли. Это сколько ж орешков потом, прикинь, будет этих Несквика. Видите? Что, твоя не будет против? Да, она моросит, как всегда.
Не, типа, не знаю. А что, не отхватишь? Да, ладно. Тут даже не 2, а 3, пацаны, так что... Вот это уже разговор нормальный. Чуть Кристинка мозги уже Поехали. делает. Да, конечно, она каждый день мне мозги делает. Насчет музыки, то, что вот я с вами время уделяю. У меня такой один вопрос. Вот, ладно, вот этот вот молодой, да, абсос. А вот этот вот взрослый чел, ну, понятно, что это все актеры там и так далее, но все-таки, то есть никто посоветовать не может? Никто ему старший не может сказать: слышь, дружище, ты целый день ходишь, херней страдаешь, вечером к нам приходи или там днем к нам приходи, а вечерами, ночами работай. Нет? Никто? Чел. 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 Карманы. Ничего, стрельнешь музлом, и она так не будет думать. ГОСТ, я посмотрю. Думаю, она еще извиняться будет. Я посмотрю, ГОСТ. Спасибо за донат. Кристин, у меня есть новость для тебя радостная. С банки пива. Ты что делаешь, что ли? Да чё ты, мне порадовать тебя хочу. Чем? У меня Потому что ты наконец-то... пьяный пришел. У меня наконец-то трек залетел. Серьезно? Да, 20 тысяч принес. Все? Ну, остальное на студию с пацанами скинулись. У ребенка нету ни кроватки, ни коляски, ничего нету. Куда ты? Все попрет, ну что ты Что мне эти паришься, 20 ёлка? тысяч? За квартиру мне их отдать и все? Ну хотя бы так порадуйте, ну что ты думаешь сразу все так? Куда ты пошла? На вот тебе. Расстилай и ложись. Все, давай отсюда, короче. Да ты что, угораешь Иди на давай полу стой? отсюда. Иди отсюда. Ты меня реально нервируешь. Кать, привет. Привет. Я как-то подумал, поговорить хотел как-то все-таки. Встретиться, может, если тебе удобно. Ну давай, я сейчас в центре, если что. Хватит меня выгонять. Все, погнали. Алло, бывшая. А бывшая потом скинет той. А та потом скажет ему. А он побежит к мамке. Мамка даст пистонов. Бабка узнает. Всех позвонят, всех надрочат. Эленгал, ну, исправим это досадное недоразумение. Чё ты? Спасибо. Хватит там ставить Приятного мне отдыха. ультиматумы. Я считаю, что так не должно быть. Хорошего. Пилит вот каждый день меня за эти деньги. И у меня просто такое чувство складывается, что я все время ей должен, а не от любви это делаю. Кате вообще я как будто ни за что был просто нужен. Был реально момент, Я когда ребенок, я жил дебил. вместе на ее деньги, и она меня не просила, чтобы я пошел на работу. Что у тебя случилось? Ну, помимо ребенка. Да как-то вышло так все как-то быстро. Не хотел я так, если честно. А тебя никто не заставлял делать ребенка. После тебя как-то вот по тупости, наверное. Ну как у тебя вот на личном фронте вообще? Да никак, я как-то после расставания отвлеклась вообще на другое. Мне кажется, у меня все-таки остались к нему чувства, потому что, ну, мы поругались абсолютно из-за какой-то фигни. Вот. И, возможно, если бы Кристины не было, мы бы опять сошлись. Саша не ночевал дома. Я волнуюсь. Телефон его недоступен. Вдруг что-то случилось. Я решила пойти На на флейте, студию, говорит, надеясь, играет. что найду его там. Что, говорит, в этом... в оркестре выступает? Да, говорит, на кожаной, говорит, флейте. 3 октавы. Я прям не ожидала, что у тебя такой уровень будет. Да я Прям- тоже не ожидал. Попрет. Квартала вот получил за трек 20 тысяч, я отдал, а остальное в оборудование вложил. Но она еще и мозги мне делала, представляешь, говорит, что так мало. Может, она не понимает, то, что музыка в наше время, типа, залететь легко, типа, стрельнуть с этой музыкой. Конечно, не понимает. Ну, ты не расстраивайся, ты же знаешь, типа, я тебя всегда поддержу. Саша, ты что за Ты что делаешь? Привет, Кристина. Это что? Да это ничего, да Катя просто меня с треком пришла поздравить. А ничего такого. Какая Кристина. поддержка? Ты что, Саш, ты тупой, что ли? Ты что делаешь вообще? Кристина, не надо на меня давить. Ну все, тогда иди, вали, короче. Кристин! Все, отвали, мы расстаемся, иди отсюда. Не трогай меня, все, мы расстаемся. Ты ребенка не увидишь. Ты ведешь себя реально по-свински, иди отсюда. Не трогай меня. Нельзя себя вести по-свински. Правильно, чат? Нельзя. Да. Где-то я уже это слышал. Ну, Зай, ну поверь, у меня реально ничего с ней нет. Либо ты больше никогда не общаешься, либо я ухожу. Хорошо, я обещаю тебе, что я не буду больше общаться никак, не пересекаться, не видеть ее. Все, Кристина, реально, извини, пожалуйста, что так вышло. Я обещаю тебе, больше никогда с ней не увидимся, не пересечемся.
Саш, я устала. Ты постоянно говоришь одно и то же. Ну, Кристин, все, я люблю тебя, не переживай. Если он еще раз как-то, я увижу даже простое общение, или тем более он с ней встретится, я не стану этого терпеть, пусть идет. Раз ему не нужен ребенок, не нужна я, пусть уходит. Бестолковая. Не надо никогда из дома. Девчонки, из дома никогда не прогоняйте. Всегда все можно решить разговором. Поругались, останьтесь, успокойтесь. Все. Немножко остыньте и пообщайтесь, но никогда не уходите никто из дома, не имейте такой моды. Ушли из дома, все, это конец, это в один конец дорога. Тысяч, которые принес Саша, мы решили устроить гендер-пати. Все-таки очень хочется запомнить этот день. Помочь с организацией вызвалась тетя Вика. На 20 тысяч гендер-пати? Моей маме я тоже написала сообщение А мамка это поддержала, да, его? с приглашением на праздник, но не получила ответа. Я боюсь, вдруг она опять стала пить. Как ты думаешь, кто у нас будет? Девочку хочу очень сильно. Я тоже надеюсь, что девочка. Смотри. Миленькие. Будем надеяться, что наше желание исполнится. Смотри, у нас здесь для свадьбы все. Мне очень страшно то, что вот эта ебатория вся мне предстоит не за горами. Мне так хочется скорее выбрать хоть что-то, он пока не делает предложение. Ему сначала заработать надо на кольца и все остальное. Да, Ты же тут хочешь, столько чтобы всего свадьба есть. была. У мамы моей и моего папы на свадьбе были такие колечки на машине. А, кстати, мама придет сегодня на гендер-пати? Нет, она не будет, она занята и пока не сможет прийти. Ты не переживай, думаю, что она со временем одумается. С мамой Саши я ближе, чем со своей мамой. И от этого мне очень грустно. Элленджел, когда ждать второй сезон Оверлорда? Просто книгу прочел, мне так зашло. Нет, цыганок не сегодня. К цыганкам залетим, как надо будет. Они попрятались, зараза, все. Ну ничего, мы это исправим. Вот, Элленджел, все понял? Понял, спасибо. Чиф, спасибо тоже. Потому что мне бы Слушай, хотелось не знаю, иметь как-нибудь такие же посмотрим. отношения со своей родной мамой. Дойдем. Чтобы мы Мне также тоже зашло. понимали друг друга, могли делиться Хорошо. как подружки. Че ты какой-то странный? Я что-то с бывшей встретился. Не пойму, короче, чувства вроде остались или как. С Кристиной как-то вот понимаю, что ребенок там как-то быстро мне с ней как-то завязалось все во взрослую жизнь. Ну, смотри, тебе надо решать, потому что на одном стуле двое не усидятся, и слушай, что тебе подсказывает твое сердце. Стоят два стула. Про работу кто-нибудь скажите, идиоту. Работа. Листочек, на котором врач написал пол малыша, мы отдали в праздничное агентство. Они привезли коробку-сюрприз с шарами, по цвету которых мы узнаем, мальчик у нас или девочка. Украсить все остальное помогла мама Саши. Кто кого хочет, кто думает? Я за девочку. Я за мальчика. Я верю, что девочка, но мне почему-то кажется... Я не могу, меня трясет всего. Я когда вижу вот это, я не знаю вообще, откуда это взялось. Ну, судя по названию, наверное, явно не у нас это все нарисовалось. Я не знаю, ребят. Что хотите мне говорите, у меня у самого двое. Но это просто трэш какой-то. Гендер-пати, еще что-то. Кого? Идите купите все вместе, скиньтесь бабками. Коляску, какой-то пеленальный стол, я не знаю, конверт скоро забирайте, личинку с роддома. Там еще какие-то там вещей. Как его называется эти? Сейчас начнется эти смеси, не смеси. И он мне сказали, сколько... Извините. Сказали, сколько стоит сейчас баночка этого с козьего молока, этой смеси. Я чуть с ума не сошел. И тогда дорого было, сейчас вообще. Просто что мальчик будет. Ну, по закону полости, да, обычно мальчик, когда очень хочешь. Давайте. Раз, два, три. Это 20 тысяч? Это 20 тысяч? Обычная коробка. И несколько шариков 20 тысяч? Сережа, вас кинули! Поздравляю. Я верила, что будет девочка, так и получилось. Для своей дочери я буду прекрасным отцом. Если с нами что-то произойдет, вот с Кристиной мы не будем вместе там. Я просто знаю, что дочка, она всегда дочка папина.
Саша, а что со свадьбой? Да у нас мы как-то не думали еще с Кристиной. Ну, время-то идет, уже пора бы. Да у нас как-то финансы пока что особо не позволяют, можно чуть-чуть попозже. Кристина, ты что такая расстроенная? Я очень расстроилась, что мама... гелевые? Не, ну раз гелевые, тогда да, да. Не, ну раз подшипник, говорит, не, ну там раз металлический, то да. Могу закинуть Паршевскому Тиму идейку за тебя у нас в Атланте. Ну так давай. Ну это нагло будет. Ну хотя можно. Ну давай. Давай. Могу. Давай, Оксанка. Мамы не было. Потом, как говорится, да. Я человек простой, да. Как говорится, бабос или да. Денег у меня нет. Что? Зато правда. Только из-за этого такой важный момент. Все-таки она мамой должна была быть рядом, но я верю в то, что когда-нибудь она придет, и все обязательно будет хорошо. Мы ждали ее очень. И мама да, обязана была прийти при любых обстоятельствах. Что это за валюта? Это вообще это что? Что это такое? Что? Простите, посмотрите, Аркейн. Да, можно Аркейн, кстати. Слушай, ну если голосование победит, то да. Даниэль, спасибо тебе огромное. Это тебе на гендер-пати. Все, хватит уже, все. А что это такое? Спасибо, Чиф. Спасибо, родной. Что это вы сегодня? Это что за АЕД? Дирхам. Офигеть. Шейхи подъехали, ребята, живем. Спасибо. Спасибо, друзья. Ничего себе. Первый раз увидел такое. Спасибо, ребят. Пошло добро. Да, ты очень. А глядишь, в Арабские Эмираты переберемся. О, я там не был ни разу. Я бы очень хотел съездить, посмотреть, там фотокарточки понаделать. Башня на ладошке, вот это вот, она по 2007. Потому что мамы не было. Она не спасибо. Тебе легко говоришь, вся мама хорошая. Ты не переживай, бывают такие же случаи. Ты же хорошая мама будешь, все нормально будет. Сегодня праздник, сегодня не нужно расстраиваться. Ты еще постоянно мне мало времени уделяешь. То с друзьями, то музыка. Я буду стараться с тобой. Что с бывшей? Я обещаю тебе, что буду больше с тобой времени стараться проводить. Обещаешь? Обещаю. Спасибо, Очень жалко, конечно, Кристину. Ей прям не хватило любви от мамы. Я постараюсь ей дать вот эту всю любовь. Время идет, а для ребенка еще ничего не куплено. Сегодня бабушка позвала меня в детский магазин и предложила выбрать одежду правнучке. Посмотри, какие цены. Я вижу. А нам еще половины не куплено. Сколько надо покупать ребенку? Что с Сашей-то? Ничего, как обычно. Нету работы пока. И кто это будет все покупать? Ну, купит. Мама Саши и я. Как он мне не нравился, так до сих пор и не нравится. И я не верю, что он как-то может исправиться. Он все успеет, я в него верю. Он даже ничего не купил и еще ничего не старается делать. Вон, смотри, какая футболочка красивая. Очень красивая. Ну, давай, я оплачу, покупай, что выбрала. Если они вдруг разойдутся, мы точно у него помощи не будем просить. Макс, как вот эта вот серия сейчас обработается, хорошо, на Ютубе, ты обязательно вот выложи вот эти контакты, тем более, если в Зеленограде, я сейчас в Зеленограде живу. Если есть заводчики, контакты, давай, мы хорошие, давай. Посмотрим. За спрос денег не берут, как говорится, да? А если понравится, там, может, и сообразим. Спасибо. Пока мы с бабушкой гуляли по торговому центру, нам позвонили из больницы и сказали, что маму госпитализировали с острым приступом панкреатита на почве длительного злоупотребления алкоголем. Вот почему она не выходила на связь. Я очень боюсь потерять маму. Хоть бабушка меня и отговаривала, я все равно поехала в больницу. Обещай, что это последний раз, и больше так не будет. Ну, дальше хуже будет. Надо уже все остановиться, это предел. Все, больше ничего не будет, обещаю. Леон, да я бы с радостью. Обещаю. Все, это Как последний канал-то раз, да? оставить? Больше не будет, обещаю. Хорошо, покушай. Я тебя очень-очень люблю. Хорошо, покушай, пожалуйста, Спасибо. поправляйся. Я очень люблю свою дочь. Шалом. И пусть дочь меня простит, где я была не права.
Я вернулась домой в надежде найти поддержку от Нужен тур. Вот не даете видео посмотреть. Нужен тур. Ну как мне канал оставить? Ребят, мне, видите, у меня вот что-то в последнее время всего много. Тут и надо заброшечки поснимать. Уже 8 локаций, ребят. Да, давай, Оксан. Хорошо, спасибо. Спасибо. Вот, мы же долго очень локации разные прорабатывали. Причем не только в России. Вот, там, вот сейчас вот то, что на пилота, да, я учусь, это вообще моя мечта. И даст бог, там, если выступать в гонках буду, в соревнованиях разных, ну это же вообще, это опасно очень, конечно, но не знаю, как-то это часть моей жизни. У меня и мотик же с 14 лет, вы сами знаете. И, ну, не знаю. Короче, это как-то... Я об этом стараюсь не думать. Вот. И не знаю, вот у меня есть мечта повыступать на соревнованиях, что-то там еще добиться. Так что как-то так. Саши. Но его, как обычно, дома нет. Пилот, я имею в виду не самолета. Ну, это так говорится. Вообще правильно говорится, пилот, профессиональный пилот, это которые люди ездят на... Я тренируюсь на Moscow Raceway. Это автопилот. То есть автопилот — это профессиональный автогонщик. Ну, если так говорить. Не берет. Ты где был? Я беременная, тебя жду уже сколько времени, поехали. ты на звонки не отвечаешь. У бывшей. Убери руки, от тебя воняет. Мы отмечали, 30 тысяч получил, трек продал наконец-то. Какие 30 тысяч, где они? Вложил Куда? микрофон, там мы вкинулись там. Саш, ты что ли, у тебя ребенок скоро будет? Еще время есть. Какое время мне рожать скоро? Ты мне за всю беременность ни витамин, ничего не купил. Бабушка ходила, покупала все, и вещи, и все остальное. Где деньги? Саш, ты что ли? У тебя ребенок будет. Вот это зря. Ты что творишь, Кристина? Выбирай, либо твои друзья и музыка, либо ты остаешься со мной и с ребенком. Что, ты выгоняешь меня опять? Да не, Кристина, нормально. только зарабатывать начал, но ты начинаешь. Я, если ухожу, я тебе обещаю, что обратно я не вернусь. Если для тебя важнее студия, собирай свои вещи и вон, бери Ты чемодан. сама до этого доводишь, я поэтому просто сейчас возьму и уйду. Ты что делаешь? Да я, Кристина, каждый раз ты выгоняешь. Ты что, серьезно так просто уйдешь? К Кате пойдешь? Ага, к Марусе. Ну, ты же так просто уходишь, значит, есть куда идти. Получается, ты знаешь, куда ты сейчас пойдешь. Ты к Кате пойдешь, Да получается. какая разница, куда я тебя пойду? Ну, значит, не так просто она лезла. Я не буду тебя вписывать, сидеть, в 6 тысяч соберешься, уйдешь. Если ты меня не впишешь, то меня ты реально больше не увидишь. Ты все, реально уйдешь так просто? На психу что хочешь делать? Что ты делаешь? Ну, что-то он вообще какой-то прям конченый, реально. Так-то, ну, как бы... Не знаю, ребят. Зачем нам эти 16-летние? Давай посмотрим, как... Эллен... Элленджел, спасибо. Все, Саш. Да, окей. Пока нет денег. Надо будет второй Единственный вариант сезончик только посмотреть. Катя. Перекантуюсь у нее какое-то время. Вот там, дебил, а. заработаю. Ну, и съеду на квартиру. Так он же слово Алло, давал. бабушка, можешь, пожалуйста, зайти? Он же слово давал. Хорошо, зайду. Ай-яй-яй. Мне очень обидно, что человек может так легко собраться и уйти, когда я сижу беременная. Я больше не хочу ни слышать, ни видеть этого человека, как и прощать. Мне просто Он очень же обидно, конченый. что когда у вас ребенок, а тут он берет, легко уходит. Как будто он этого сам хотел и уже знает, куда ему идти. Что случилось? Саша ушел. Собрал вещи, ушел. Сам ушел или что? Я ему выбор поставила. Ну, не либо твои совсем. друзья и девочки, либо уходишь. Он ушел. Ну и ушел. Нервы некому мотать будет, сама вырасти. Поняла? Ничего не зарабатывать. Но он ни копейки, ребят, не принес. Я, честно, здесь как бы, ну, вообще, по идее, всегда как бы на сторону мужика там должен вставать. Ну, вообще, как бы, давайте уж по справедливости, но он реально конченый. Бабуля пошла, считай, прабабушка, да, пошла покупать вещи, витамины, мамка там еще что-то купила, еще что-то. Он ни копейки, ничего. Он 20 тысяч рублей принес за все время. Ну, такое. Какой помощи не оказывать. Это не деньги И правильно, для ребенка. что Кристина Это... его выставила. Нам не нужен такой зятек. Будет меньше нервничать. Тяжело, но одной лучше.
Я всю ночь проплакала из-за Саши. Мне плохо, поэтому сегодня не смогу поехать к маме. Попросила бабушку навестить ее, несмотря на все разногласия. Прости меня, мама, пожалуйста. Спасибо тебе за то, что помогала с Кристиной. Я была не права. Прости меня, пожалуйста. Ты меня тоже прости. Я тебя очень люблю. Сейчас прокапают. Приведут немножко. Состояние. Чувствую своей внутри дочерью, так как мало ей внимания очень уделяла. И она обижена за это. Так пришлось крутиться, зарабатывать. Так, запускаем слезаторию. Расстался с Кристиной. Саш, в смысле расстались? Кристине скоро рожать. Она меня выгоняла, я взял и ушел. Может, ты преувеличиваешь? Я нисколько не преувеличиваю. Как ребенок будет расти без отца? Ну, я реально, мам, уже не вывожу Кристину. Это все уже конечно. Зачем вообще надо было тогда ребенка заводить? Никто не знал, что так выйдет. Я не бросал Кристину. Привет из Эстонии. 2 раза не сдал на мод. Ошибки просто детские. Перед экзаменом. Я не знаю. Я на экзамен, на сдачу, короче... Как это? На экзамен, короче. Ты понял, да? Который площадка сдается. Я на своем приехал. Что? Ну что, Нет, ну я не совсем туда заехал. Я поставил, снял шлем. Гаишник, правда, увидел. Он говорит, ты что, вообще... Это... Ну... Ты что, говорит? Я говорю, что? Что? Я говорю, что? Ну, совесть, говорю, во мне проснулась. С 14 лет, я говорю, до... Скольких? 34, я говорю... 20 лет, говорю, без прав кататься. Я говорю, ну стыдно? Стыдно стало? Я говорю, ну сколько можно? Я говорю, вот приехал. Зато все честно сказал. Да. Он говорит, ты дурак? Нет. Он говорит, иди вон туда, вон подальше, убери. Тут сейчас какие-то проверяющие, непроверяющие приедут. Он говорит, ты не... Я говорю, я же не первый такой. Он говорит, конечно, нет. Элленджел, да не парься, мы и так посмотрим. Вообще не заморачивайся. Главное, что вы улыбаетесь, ребята. Остальное все это мелочи. Ну что? Ну не было у меня тогда тачки. Самые сложные Ну а моменты. сейчас как это выглядит? Больше у нас с ней ничего не будет, и все. Я липанул ему, конечно. Я ему, знаешь, как сказал? Я говорю, а можно на своем сдавать? Там мужик такой, он посмеялся. Он говорит, ты сегодня не сдашь. Я говорю, я знаю. Ну мы как бы там сдало 2 человека с первого раза площадку. А на второй раз, короче, ну там все хорошо было. Все нормально, все хорошо, все это. 60 месяцев человек со мной, ты ничего себе. Почему моя смотрка совпадает с просмотром этой передачи? Ничего себе, родной. Что нового? Все хорошо. Это... В телегу заходи, там очень много сейчас нового, родной. Вообще сейчас в социальных сетях очень много всего. Кристина мне как дочь, Пишут. мне очень больно, что Легенда. так вышло. Но Легенда на Димане. раз уж они так решили, мне остается только принять эту ситуацию. Надеюсь, что мы будем общаться. Маму сегодня выписали из больницы. Я не рассказывала ей, что Саша ушел, чтобы не волновать. Врачи что говорят? Больше так не делать. Обещай, пожалуйста, что это последний раз, когда такое случилось. Все, не переживай. Я правда обещаю, что больше я пить не буду. Хорошо. Расскажи-ка мне лучше про Сашу. Расстались. Почему так? Потому что он неответственный, не работает, постоянно занят своей музыкой. Мне это надоело. Я его... А мать туда придет на студию. Выгнала, больше не могу так. Ты не переживай. Нет его, ну и не надо. Воспитаем его сами. Я всегда тебе помогу. Я тут подумала, чтобы тебе денежку не тратить на съемную квартиру. Переезжай с ребеночком. Я буду переезжать, вам помогать. А я пока перееду в деревню, поживу. Это было бы очень хорошо. Я уже не могу денег у бабушки просить. Мы и так у нее постоянно сколько просили. Уже, правда, не... Это было бы хорошо. Спасибо, мам. Не переживай, все. Все хорошо. Спасибо, мам. Неожиданно. Я сейчас часто остаюсь у своего молодого человека. Квартира что пустовать? Пусть она живет там. Мы все-таки с Кристиной нашли где-то точки соприкосновения. Пусть, возможно, не до конца
Но я надеюсь, Неожиданно. что все будет хорошо. Так, чудило, и под конец Я прям перевезла это. свои вещи к маме. Саша с момента ухода ни разу не поинтересовался, как мое самочувствие. Хотя до родов осталось чуть больше месяца, скоро 3-й скрининг. А сколько их всего? 3 же, да? У меня ухудшилось самочувствие. Что-то я закашлял. Все? Лечить меня будете? Живот болит, тянет. Я решила перестраховаться и пошла к врачу. Ну да, маточка немножко тонизирует. Вы реагируете на меня, на мои прикосновения. Конечно, возможно, это является последствием той стрессовой... Подождите, я что-то только сейчас подумал. Леон, спасибо. Подождите. Я просто, вы только не смейтесь, ладно? Подождите, сколько идет беременность? 9 месяцев, правильно? А когда в основном все рожают? Ну, не ровно же в 9 месяцев. Ну, как-то, наверное, раньше. Три года, как слон. Ты с ума сошел? От 40 до 42 недель. Еще сложнее. Это хрен сосчитаешь. 38. От 38 недель ребенок доношенный считается. Ага. Да не, сейчас вот что сейчас выхаживают совсем маленьких. Там я смотрел и 6, и 7-месячных, прям их там это и все нормально. И матка сейчас начнет тонизировать. Все, ладно, тихо. Все, я понял. Ситуации, в которой вы оказались на сегодняшний день. Гос, сегодня смотрели. Завтра выйдет ролик. Ну что, сердцебиение малыша уверенное, сильное. Малыш неплохо шевелится. Мне сразу провели 3-й скрининг. И из-за повышенного тонуса матки меня положили в больницу до самых родов. Вечером у меня стал ужасно болеть живот, сильнее обычного. Врачи меня осмотрели и сказали, что начались схватки. Я позвонила бабушке, чтобы мне не было так страшно. Ну, по 1 сантиметру в час это приблизительно 8 часов 12 точно. Это сантиметров. Ну, пока терпимо. Отвлекайся как-нибудь, может, легче будет. Стараюсь. Девчонки, а бывает такое, что вот прям раз и все? А? Ну, бывает вот такое, что вот прям раз и все. Или вот всегда вот это вот шляпа вот эта вот. Что все выпал? Ну быстро, что все это. 10 сантиметров раскрытия должно быть. Вы прекратите мне такие вещи говорить. Вы что, с ума сошли? Я ночью спать не буду. Раз и вылетел. Как мальчик говорю, да. Дурак. Бывает вот. Чего вы, девчонки? Вон, смотрите, сколько девчонок в чате. 1,5 часа двойню родила, вон, Галенька. И нормально. Вот. Бывают даже, он говорит, стремительные роды после 3. После 3 чего? Ловлю флешбеки. О, это меня что, это столько мамок, что ли, смотрит? Это... О, а я всегда думал, как же узнать, а? Вот вы и попались. Вот они, мои хорошие. Данкин, уйди отсюда. Тихо. Не испугай. Они, знаешь, какие красивые. О, хорошие такие все. Смотри, сидят в чате. О. Вот они, мои хорошие, сидят. Я давно говорил. Я знал, что меня очень много, не только девочек, женщин смотрят. А мне очень такое нравится. Такое. Знакомая родила за 7 минут. Нифига себе. Ну что она там, как из этого и все.
Спасибо, девчонки. Так, ну-ка тихо, тут сейчас начнется. О, она полезла. Да, YouTube, вот я знаю, как он это не любит, все вот эти вот. Вот, мы всегда так в конверт смотрим. Все родилось там. Все, нормально. Нормально все. Все эти. Тетя Вика заболела. Сейчас, ГОСТ, одну секунду. Сейчас. Забирает из роддома нас с дочкой Сейчас только отвечу на бабуля. донат, ребят. Сейчас. Первое время она будет жить со мной в квартире мамы, чтобы на мне все помогать с малышом. Поздравляю вас. Здравствуйте, здоровенький. Вешайте на глаза. Ага, подмигиваешь. Глаза открыты. Одним глазом. +1. Ну, хороший. Я смогла дождаться правнучку даже. Для меня очень важно вырастить, увидеть, как она пойдет в садик, в школу. Я не школечка. Я, представляете, недавно у меня у матери было день рождения. А у нас забавно, у нас разница. У меня с матерью 20 лет, у матери с бабушкой тоже 20 лет. То есть мне в этом году 37, маме, получается, 57 исполнилось, а бабушке 77. Я сижу такой, бабушка, что-то, ну, разговариваю, на день рождения тоже приехала. Сидим, ну, в кругу, да. Я детишек взял, все. И что-то сидим, я такой, бабушка. И потом такой думаю, подожди. Бабушке говорю, бабушка, ты что это? У меня бабушка Зоя. Я говорю, бабушка, подожди, а ты что, прабабушка, что ли? А вы знаете, она так на меня посмотрела. Она говорит, Леш, может тебе отдохнуть немножко, может ты, ну, может тебе поспать немножко это. Это у тебя старшему 10 лет, ты только... Я, понимаешь, я никогда не думал. Я даже, у меня в голове даже не было. Я говорю, ну я бабушка и бабушка. Ее тоже как бы, ну, малые бабушка называют. Никто про бабушку не называет. Бабушка и бабушка. И я, прикинь, задумался, что через 10 лет то, что оказывается, она прабабушка. Меня как спрашивают, знаешь, что вот это вот, что сегодня за день? Женщины мои хорошие, я вас очень прошу, не спрашивайте нас такие вещи. Особенно те, кто по 12, по 14 часов чем-то занимается. Мы приходим, я себя-то не помню, как зовут. Знаешь, что сегодня за день? День нашей, блядь, первой встречи. Помнишь 30 лет назад? Конечно, помню. Да, конечно. Да, помнишь, где это было? Да, конечно, помню. У меня не жизнь, а, блядь, музыкальная шкатулка. Вон каждый день что-то происходит. 300 звонков, 500 смс. Он еще этот там с ума сходит. Тоже никак не угомонится. Тоже нервы все мне трепет. Вот. А тогда, так помню. Я вот вообще, мне вот меня спросил о какой-нибудь дате там, вот это вот все. Я вообще ничего не помню. Я помню, я вам говорю, я день рождения матери, знаешь, как запомнил? Я же вам рассказывал. У меня 7 ноября, а у нее 5 сентября. А у отца 8 декабря. Ну, тут очень сложно не запомнить, понимаете? Вот. С матерью у меня всегда договоренность. Я говорю, когда у бабушки день рождения, ты мне звонишь заранее. Обязательно позвони. Я говорю, я не запоминаю, там число сложное. Там двузначное число, оно не умещается в мои вот эти вот расчеты. Я всегда не могу запомнить, да. Там как-то сложно все это идет. Вот, так что... Вот, все, ладно, все, не отвлекай. Сейчас не жалею, что она родила. Я такой не помню никогда. Мои мама и бабушка купили кроватку. Мужики, ну я не один же Саши такой. прислали коляску и ванночку. О! Саша же за все это время ни рубля не потратил на своего ребенка. Но я не могу перестать думать о нем, а он даже не отвечает на мое сообщение. Ребенок — это в любом случае счастье. Он никогда не бросит тебя, он любит, ты для него номер один. Ты никогда не будешь уже одна. Все это бред, то, что говорят. Вот осталась с ребенком одна. Ты никогда не останешься с ребенком одна. Тетя Вика каждый день звонит и узнает, как у нас дела. Но я пока не могу показать ей внучку, так как она еще не выздоровела. А вот мою маму выписали, и сегодня она впервые увидит Лерочку. Нате мне костюмчик подарок. Спасибо, красиво очень. Мамка понесла, смотри. Угу. Ты что плакаешь? Вот это, кстати, вот, ребят, у кого еще детишек нет, вот это вот,
на вырост не нормально к этому всегда относитесь, потому что маленькие совсем детишки растут моментально. Только эти купил бутсы старшему. Вот только, ну сколько вот? Ну 2-3 месяца, все, он говорит, все, мне жмут. Я не могу, говорит, натер все ноги. Я говорю, ну все, что, конец. Я говорю, оставь младшему. Он новые, он говорит, я там 10 раз в них сыграл, но они реально как новые. Помыл, почистил, я говорю, все, оставляй. Я говорю, нормально. Младший это доносит. А что такого-то? Ничего, нормально. Ну, жалко. Хороший, я бы сам бы играл. Маленький просто. Можно я возьму? Да, бери. У тебя как дела? Нормально. Извини, что на выписке не была. Не получилось. Нет, ну вот это нормально. Скажите мне, вот кто отцы и уже мамки? Ну вот нормально, когда вот так вот, да, вот, ну типа вот у меня 2 пацана. 10 лет и 3 года. Ну вот нормально же то, что я младшему вот так оставляю? Ничего же, да, это такого? Окей, Оксана, понял. Я не знаю, ну раньше, ну всегда так было. И соседям отдавали, и друзьям, и знакомым. Но что такого-то? Маленький, кто он? Ему никакая разница. Что там, какие? Там что, бутсы, зараза, хорошие такие. Даже не помню, какие-то по каким-то скидкам там взяли, то ли под 500 мне куда-то мы пришли в Спортмастер, подогнали. Хорошие бутсы. Я вообще с сестрой, он говорит, донашивал. Ну и нормально. Я не знаю, у меня свитер. Надо фотку отковырять. У меня где-то свитер есть. Короче, он переходил по наследству от деда еще. Я нормально. Я не знаю, какого моль не сожрала. Нормально ходил, теплый, хороший. Это с дырками, ничего страшного. В деревне гонял. Нормально. Все хорошо. Так, не надо так, что нормально. Мы выросли, и эти вырастут. Главное, что сейчас ты пришла. На севере мне мать вообще свитер вязала. Шапки, перчатки, шапку, варежки. Все сама вязала. Нормально ходили. Тепло, хорошо. Извини меня, пожалуйста, за все. То, что обижала. Мамка за ум взялась. Хорошая серия. А? Это не дырки, это вентиляция. Все будет хорошо. Правда? Я тоже очень надеюсь, что ты будешь теперь постоянно со мной рядом. Я вас очень. Прабабушка, представляешь, Галь, прабабушка достает, говорит, дедовский свитер новый. Вот, тряханула оттуда. Оттуда вылетели все, кто только можно. Она говорит, новый, смотри, новый. Сейчас, говорит, он постираем, нормально. Нормально постирал. Теплый, хороший. Довоенный еще. Нормальный. Ничего, нормально ходил в деревню. На вырост. Несколько лет 5 его, наверное, носил. Хороший. Вечером на костер, еще куда-нибудь. У меня и остался, и так и остался. Где-то на чердаке лежит. Надо залезть, посмотреть. Я уже не злюсь на тебя. Моя мама перестала пить. Ребенок подарил мне семью. Она очень сплотила нас всех. Первый раз в моей жизни у меня появилась семья. Ну да, по факту. Бабуль помогает. Алло. Алло, Кристина, привет. Привет. Как Лера себя чувствует? Хорошо себя чувствую. А что ты вдруг решил узнать? Я хочу просто сегодня встретиться с ребенком, с Лерой. Тебя не было ни на выписке. Ты никак не Отцу не прийти на выписку ребенка, это прям вот, ну... помогал, не узнавал. Ты не Я не спросил предупредила, вообще. понимаешь? Ты могла предупредить. Если бы тебе было интересно, Она правильно сейчас говорит. как я и Лера. Я тебе предупреждал, Кристина, что если я уйду, я не смогу тебе первое время там помочь, еще что-нибудь. Ну что ты тогда хочешь сейчас? Ну, а я с Лерой хочу встретиться, я имею право. Не имеешь. Кристина, я тебе предлагаю нормально поговорить, как бы просто встретиться. Я не хочу. Я не хочу из-за тебя нервничать, я не хочу с тобой Без видеться. конфликтов, я не собираюсь с тобой конфликтовать. Ты мне надоел, Саш, правда, давай. Я предупреждал, что если я уйду, то это будет первый и последний раз. Но в любом случае ребенка я не оставлю. Трек-то залетел, нет? Отстрелы пошли тегами, нет? Ну сколько? Врывы пошли, нет, в чарты, в топы там. И не отказываюсь. Я не записываю ребенка на Сашу, потому что он проявил безразличие к ребенку. Я не считаю, что он отец только потому, что он зачал.
Он недостоин того, чтобы его записывали свидетельства после всех поступков. Давай сейчас маленько покушаешь, ладно? Опять макароны, да ёпта. Сколько вы макароны едите? Ну возьми этот плов сделай. Ну ты чё, мать? Ну курицу купи 2 бедрышка-то хотя бы. Немножко покроши туда, но нет бабла. Ну одни макароны едят. Я не пойму, итальянцы что ли, чи кто? Все серии, всю беременность она эти макароны ест. Возьми бабу, ну наварите, картошки, да, в конце концов. Картошку в мундире сделал, там эти, какие-нибудь, я не знаю, не сосисон, там котлеточки, не котлеточки, что-нибудь-то, рис, гречка. Может, они итальянцы, может, мы еще про них не знаем. Саша-то звонит? Да, я не знаю, как ему поступить. Он очень хочет увидеться, но я пока не знаю. Хотела у тебя спросить. Я думаю, может быть, пока не надо. Ну, не знаю, если он сейчас увидит, мне кажется, он тебе покоя не даст. Может быть, попозже, как подрастет. Я не могу, мы не досмотрим, наверное, никогда эту серию, но я не могу, мне неспокойно. Вот как вот можно не сварить себе похавать? Ну, правда, ну, вот сидеть и, знаешь, там, доставочку, еще что-то. Ну, я имею в виду, если вот ты, вот, допустим, вот реально один. Я не знаю, но любой мужчина, я считаю, должен как-то, ну, я не знаю, себе в конце концов там гречку, что, пакет не закинул, что ли? Ну, там уже для дебилов она в пакетах продается. Гречки закинул, взял там какие-нибудь в конце концов, там какие-нибудь котлеточки купил, быстренько, раз. Можно же вкусно сделать, нет? Кухню убирать лень потом. 2 минуты все делается. Что ты начинаешь-то? Я не знаю, мне нравится. Я всегда посуду намою, фартук этот весь намою, где плита. У меня иногда настроение есть. Вон, в закрытой телеге они шарят. Время от времени. У меня, когда я в доме жил, у меня все там горит, блестит. Ты что ты? Везде все. Я после стрима ночью прихожу там. Ну а как? А как? Зато чисто хорошо. С утра встал, все, чистота, порядок. Никакими не пакетами, парашей разной не воняет. Чистенько должно быть. С свежестью пахнуть. И мужиком дома. Желательно с бородой. Желательно красивым. Все там. И скромно. Поговорите спокойно. Главное, скромно. Спокойно встретитесь. Ну, мне все-таки хотелось бы... Вот, макароны по-флотски. Вон Юленька базу дает. Вот видишь, вот Юленька. Юленька шарит, у нее муж счастливый. В макароны что, фарш нельзя добавить? Он продается. Ну, морковки немножко покрошил. Ну, это понятно, почему ты морковку любишь. Немножко раз, рык туда, все. Лучочек, да, там раз. Приправки вон продаются тоже. Копейки стоят. Чтобы он увидел хотя бы раз. Все можно сделать. Ну, тебе решать. Все-таки наши в интернете отношения, миллион ребенок рецептов. это разные. За говна и палок приготовить обед целый. Я решила показать Саше его дочь. Смотри. На руки будешь брать? Да, можно. Только аккуратно, она проснется. Голову. У нее нос твой. Да я вижу. У нее черты лица мои. Хорошо, что мозг не его. Наверное. Ответил все. Боюсь. Не бойся. Я не знаю. Вот это, кстати, есть такая тема. Адреналин какой-то. Бери плед, пожалуйста. Я тоже за первым пришел, когда в роддом. Все, мне как... Она мне... Вот он! Нате! И дает. Я говорю, убери. Она говорит, на! Я говорю, убери, пожалуйста. Про себя подумал, ладно. Страшно. Знаете, как страшно? Женщина, вы себе не представляете, это... А если уроню? Это миллион мыслей сразу в голове. За секунду они рождаются. Миллиард, там 1500 развития событий. Серьезно тебе говорю, на руки взял и стоишь, смотришь, не шевелишься, правильно, неправильно, что-то произойдет. Понял, нет? Ну, реально. А еще, нате, вот, говорит, на, возьми. Говорит, папа, счастлив? Нет, я говорю, убери, пожалуйста. Я говорю, подержите. Я говорю, ты или вопросы задавай, или ребенка давай, это ответственность. Да. За вторым пришел, нормально подмышку взял. Я говорю, все, давай. Я говорю, мы на опыте, нормально, не надо мне, говорю, рассказывать. Не знаю, ну как-то, мне кажется, все мужчины так. Детей маленьких очень часто роняют. У меня фобия на эту тему.
Ты что, малейший какой-то этот... На стульчиках у нас всегда, мы все всегда пристегнуть, застегнуть. Не дай бог, у меня... Ты что ты? Подушки по кровати ползают. Внизу миллион подушек спасательных. На все случаи жизни, да. Не дай бог уползет. Я говорю, не переползет. Я говорю, а если переползет? Раз весь пол в подушках, чтобы понял, если он с кровати, если падает, то 100% на подушку. Так что нормально. У нас это десантура с детства училась, да. Все хорошо. Все. А как? А как? Батя года. Ну что батя года? Ну а если упадет? Ну, я волнуюсь. Я так не могу. Можно я повезу? Да. Чего ты плачешь, Кристин? Я не знаю. Потому что батя, говорит, конченый. Тебе вообще нравится так, как вышло? Вообще, в принципе, Я не хотела, знаю. чтобы так вышло. Давай не будем выяснять наши отношения. Давай. У меня какой-то адреналин, я чуть не расплакался. Тяжелые эмоции, счастье и в тот же момент грустно, что так вышло вот с Кристиной. Мне кажется, я должен был побольше ее узнать. После нашей встречи я понимаю, что, наверное, мы поступили неправильно. Но Саша опять ничего не предлагает. Это А кто? сегодня к нам приехала моя вторая бабушка, Людмила Владимировна, мама папы, чтобы посмотреть на правнучку. Ты аккуратнее, На самом маши. деле она похожа на Сашу. Кристинина вообще ничего не вижу. Ну, подрастет, может, что-нибудь. Может, потом и поменяется. Ну, Вообще накрывай. копия Саши. Мама, Саша-то видела? Пожалуйста, Маму положи. Сашу еще не видела пока что. Чего? Бортики. Бортики? У меня малой сейчас, когда приезжает вот на выходные, там, в воскресенье или еще когда, если остается спать, я ему до сих пор кладу эти. У меня, во-первых, лежит гусь. Гусь. А гусь это святое, потому что он через гуся он не перекувырнется ночью. Да, он всегда брата обнимает. Он с брательником они ложатся. Все. Он брательника обнимает, все. И они вот щемят. Они привыкли так спать. А они вдвоем, как эти. Когда два хорька, он у меня хорек жил, они так же спят. Нормально. А Саша? Саша, мы виделись, держала, я дала ему руки подержать. А Он как? переживал, нервничал, у него руки Подержать, тряслись. нормально. А сама как? Я очень сильно расстроилась, заплакала, потому что мне было неприятно, что таким образом, встреча, что мне приходится с ним встречаться, чтобы он увидел ребенка, а не что он рядом с нами. Просился обратно? Нет. Но он с той живет, у него все Что ты нормально. думаешь по поводу ребенка? Ой, да слушай, не знаю, будет разрешать видеться, буду видеться. Ну, то есть, типа, серьезно, да? То есть, я не вижу, что у нее вот посюда свои волосы, а дальше вот это все это нарощенное. Эти приклеенные, или как они там называются. Ну, то есть, вот серьезно, да? Насколько же это ублюдски смотрится, боже. Ну так. Ну, если что, знаю, я не против, чтобы ты общался с ребенком. Просто я переживаю за то, что ты опять будешь с ней общаться, там, или до чего-то большего дойдет. Да не, с ней там все кончено уже. Слава богу, с ней не поженился. Жалел бы об этом. Ну ладно, я надеюсь, это будет так, что ты останешься со мной. Я люблю тебя. И я тебя. Я очень жалею, на самом деле, что мы с тобой разошлись. Как-то тупо. Вообще тупо. Ну да, мы из-за какой-то фигни с тобой поругались. Джокер, спасибо. Вообще все это происходит, как бы, из-за того, что мы разошлись. Я, если честно, вернул бы время, по-другому бы поступил, не уходил бы там, ничего. Слушай, короче, это Кристина все. Короче, выходи за меня. Ой, дебил. Я тебе серьезно. Согласна. Ничему ж дебила жизни не учат. Ты правда? Типа не шутишь? Нет. Я долго думал об этом, Катя. Отец его приедет. Одна беременна. Вторая родила. Скажет, сын, ты реально, ты Саша, что ли, или что? Люблю тебя. Я правда думал об этом. Фантом, спасибо. Алименты, с чего он будет их платить? С треков? Наконец выздоровела мама Саши. Мне не терпится показать ей внучку.
Какую маленькую. Коляска, кстати, неплохая. Ну, поела только, сейчас спит. Ну как? Дела у вас? Хорошо все. Грустно только мне от того, что с Сашей у вас так. Мне тоже грустно. Я думала, мы вместе будем. Пойдем, пройдемся. Ну, хотите? Это платье. Держите, это вам гостиница. Спасибо. Как ты теперь думаешь дальше? Я пока не знаю, если честно. Пока думаю просто ребенком заниматься, о другом пока не думаю. Потом я надеюсь, что Саша пересмотрит. И я бы хотела, чтобы он хотя бы немного участвовал в ее жизни. Я очень хотела, чтобы он пришел на выписку, потому что в тот момент я думала, что мы помиримся. Сейчас она Я не знаю, узнает. я вчера с ним разговаривала, мы общались, он сказал, что все обиды хочет забыть, когда... Ему было приятно взять на руки ребенка. Он дрожал, да, он плакал. Мне было очень... Я сама заплакала, очень сильно плакала. Мне было очень грустно, что это происходит в таком фоне. Я думала, что он всегда будет ее видеть, и не ожидала, что нам придется встречаться, чтобы увидеть ребенка. Я надеюсь, с нами-то ты будешь общаться со мной. Конечно. Вы же не виноваты в наших отношениях с Сашей. Надеюсь, что и у вас, может быть, с Сашей какие-то отношения наладятся, просто хотя бы человеческие, чтобы общаться могли с Если ребенком. он пересмотрит свое отношение, тем Щас более, что я пересмотрит. не злилась уже на него, я хотела Я один разрывную жду, нет? с ним От Саши. по-хорошему, но немного не получилось. Все-таки и у него обида, и у меня обида. Это нам очень мешает. Молодые вы еще совсем. Да. Я очень надеюсь, что сейчас им навстречу эта пара пойдет. Если бы мы бы смогли переступить вот это все, что было плохое, забыть это, все было бы по-другому. Давай, Пухлые Саня, мочи. губки, щечки. Ну, глаза Сашины голубые. Хоть Саша с Кристиной не вместе, но я хочу поддерживать с Кристиной отношения, участвовать в жизни Леры, помогать. После слов тети Вики, мне кажется, у нас с Сашей все еще может наладиться. Я даже подумываю написать ему первое. Но когда я взяла телефон, я увидела в его соцсети откровенное видео. Я тебя, конченого, осуждаю! Ты чего делаешь? Я тебе сразу, Саньша, говорю, если потом я с утра проснусь и у меня страйк будет написано, я тебя, блядь, найду из-под земли достану, падла. Ты чего делаешь-то? Эй! Эй! Гадость, а! Дрил накручивает, ей радио настраивает. Видео с Катей. Руками, которыми он на днях брал нашего ребенка, он лапает свою бывшую. Я в шоке. Я знаю, что ты у Кати. Выходи. И эту твою захватим. Вместе поговорим. Поехали. Ну, это что такое? Ну, бывает. Ну, мы встречаемся с ней. Ну, Знаешь- слушай, я предложение сделал, у нас все серьезно, как бы. Ну, поздравляю. Я уже не вижу смысла Поздравляю. сходить. У тебя ребенок. Почему он? Почему не ты? Ты же мозги. Извини. Я реально думал еще с тобой помириться, там думал, с ним, типа, может, не дотерпел где-то. Это хотел Живешь выяснить, за поговорить. счет девушек постоянно. Ты Ты жрешь, спишь за их счет, живешь у нее за ее счет. 100%. Ты не работаешь, ты живешь за ее счет. Просто я тебе уверяю, что мне тебя жалко. Ну, а мне жалко тебя, то, что ты Жалко. осталась одна с ребенком. Я тебя спрашиваю про ребенка, что ты сказал? На случайность. Про ребенка это была случайность? Случайность про ребенка? Все, иди. Случайность? Иди. Всё. Ребенок иди. случайно, которого ты на днях трогал. Отпусти руки, что ты прячешься, ты боишься? Все, Кристина. Да, А там, вот в том доме, вон там вот в окошечке на первом этаже, работяга отработал сутки и домой пришел. В 11 поспать захотел, пораньше лечь. А в 11:30 это пришла. А он, знаете, новую чистенькую кроваточку себе застелил. Говорит, сейчас усну, так хорошо, так хорошо. Поехали. У человека одни штаны, так это нормально. Это же гэнста. Джокер, ничего лучше не говори. ты Это... свой к ребенку подойдешь, и тебе говорю, тебе
Ты не будешь не вписан Да никуда. все. Да, встретились мы Мяу. с моей бывшей. Ну, слушай, Я чувствую легкость, облегчение, что больше меня ничего не держит к этому человеку, ни ребенок, вообще ничего. Такой отец не нужен. Отец не тот, кто зачал, а тот, кто воспитал. Я уверена, что я встречу достойного человека, который будет любить меня и никогда так не будет делать. Я воспитаю ребенка без него. И такой человек не должен быть рядом с Не, ребенком. она вывезет, Мой должна совет вывезти. для девочек — это не спешить. Если ты не уверена Что там, мать будет помогать этого черта, потом бабуля рядом, мать, да нет, там все рядом. Там... в человеке и не уверена в самой думаю, себе, нормально что всё ты будет. потянешь, не стоит. Вот так вот. Вот так вот. Вот поэтому. Что нужно делать? Правильно, играть в Lineage, а не вот это вот все. Да. И смотреть стримы любимого стримера. Да. А не вот это вот эти вот ваши вот эти вот. Да, давай сейчас. Я успею. Я вытащил. Нет, дурак неумный. Вот, пожалуйста. Вот так вот и живем. И вот так вот каждый раз. Вот, да. Еще бы не остаться одной с ребенком, надо... Ну, это стандарт. Это, ну, закономерность. Рома В, 3 евро. Леха, каким ты будешь дедом? Через 6 лет. Какие нахер 6 лет? Кто сейчас? Я не пойму. Кто это сказал? Роман? Дед через 6 лет? Я дам сейчас. 6 лет. Не каркай, зараза. Гост, еще один вопрос. Будешь ли заводить Patreon? Если нет, то скажи, как оформить подписку на Boosty. Если нет, российская карта. Слушай, давайте я Patreon сделаю. Давайте. Все по тем же там деньгам. Там, сколько там доллара я сделаю эту подписку. Так же, как и у нас здесь легко. Давайте. Сабин-то мальчонку добавил, он тоже в закрытую телегу вот попросился. Давайте, без проблем. Через 5 лет я тебе дам. Дедом я хорошим буду. Самым хорошим. Наверное. По крайней мере, очень на это надеюсь. Что так оно, вот именно вот так вот оно и будет. Так, ну что ж, ребят. Стрим подходит к концу. Я напоминаю, друзья, рыбки выросли, пипец. Я напоминаю, ребят, то, что я каждый день стримлю. Буду очень рад вас видеть на потоках. Буду очень рад, если будете поддерживать, заходить. YouTube моросит. Я, если честно, я не знаю, что будет дальше. И, скорее всего, отлетит весь этот YouTube. Ну, по крайней мере, в моей стране. Вот. Но вы не пропадайте. Я в любом случае буду вас радовать. Art Inside телеграм-канал. Спасибо вам за лайки, там, за все, то, что со мной. Вот. Много лет уже стараюсь поднять настроение. И рад, что у нас ни политики, ни всякой вот этой вот ерунды нет. Мы можем просто зайти, отдохнуть со всех стран, со всех регионов. Так что добро пожаловать. Гост, а прям на сайт заходи. Там разберешься очень быстро. Все, ладненько. Давайте. Всем удачи, ребят. Завтра опять стрим. И телегу все как обычно закину. Обязательно на инсту. Инсту подписывайтесь. Чего написать мне потом, если будет несложно. Очень хотел бы с тобой делиться, получить твой совет. Ну, в директ пишите. Пишите, у меня будет время, я отвечу. Давайте, не грустите.